вечер. Ну что, мы начинаем, наверное, нашу финальную часть нашей конференции «Медиа 2020. Перемены». Мы уже сегодня поговорили о том, как будет развиваться медиаграмотность, и кто ею занимается в разных странах ближнего зарубежья. Провели дискуссию о том, что изменила инфодемия, и как преодолевать кризис традиционной журналистики и кризис доверия, и будет ли он вообще когда-нибудь преодолен. И сейчас мы сегодня перейдем к дискуссии от новых к новейшим, куда идут медиа, поговорим с теми, кто занимается, собственно, медиа, о том, как они живут, чем они живут и какие у них перспективы. Но сначала мы хотели бы передать слово Хайке Улик, директору Гёте-института в Москве, потому что без Гёте-института, так же, как и без Европейского Союза, нашего проекта не было, и этой конференции тоже. И вот Хайке хотела тоже нас поприветствовать. Спасибо вам большое. Добрый вечер, дорогие участники и гости нашей конференции «Медиа 2020. Перемены». Еще полгода назад мы не могли себе представить, что в этом году конференция нашего проекта «Как читать медиа», реализуемого при поддержке Европейского Союза, будет проходить онлайн. А теперь это кажется естественным. Перемены происходят очень быстро и в цифровой сфере, и в сфере производства и распространения информации это особенно заметно. Мы собрались сегодня, чтобы с одной стороны посмотреть, что изменилось в области медиаграмотности и развития медиа за те 2 года, что существует наш проект, а с другой стороны обсудить те трансформации, перспективы и направления, с которыми мы входим в будущее, пережив серьезный сдвиг, связанный с глобальной пандемией. Новые обстоятельства, новые вызовы и новые шансы. Команда проекта «Как читать медиа» оперативно отреагировала на экстремальную ситуацию. За 4 месяца тренеры проекта провели 8 обучающих онлайн-вебинаров для школьников и взрослых, которые не повторяли основную программу тренингов, а были созданы специально для онлайн-среды. Они были посвящены производству разных типов медиа, от комиксов и анимации до виртуальной реальности, особенностям отношений в социальных сетях, факт-чекингу и медиапрофессиями будущего. Эксперты проекта дали нашему сайту серию интервью, в которых глубоко рассуждали о последствиях инфодемии и тотального перехода человечества в онлайн. Состоялось 2 онлайн-дискуссии с привлечением международных экспертов Льва Мановича и Василия Гатова. Прошла кампания в социальных сетях о факт-чекинге и других аспектах медиаграмотности. А в качестве завершения этого непростого периода сегодняшнего конференции. Как бы ни развивались дальше события, мы надеемся, что проект «Как читать медиа», который стал для Гёте-института одним из самых важных и интересных за последние годы, внес серьезный вклад в развитие медиаграмотности и критического мышления в России, а также в распространение ценностей гражданского общества, к которым относятся многие из тем, затронутых в ходе проекта. Цифровые права, цифровое неравенство, гендерная экологическая проблематика, защита от травли в интернете и в жизни, человеческое достоинство в мире технологий. Первые школьники, которые приходили на наши пилотные тренинги 2 года назад, уже стали студентами. И навыки, полученные ими от наших тренеров, знакомство с медиаграмотным подходом, умение создавать медийный контент, пригодилось им уже на взрослой жизни. А к нам приходят новые поколения старшеклассников.
и мы обновляем программу в соответствии с меняющими временем и технологиями, учимся вместе с ними. Надеемся, что мы вместе услышим на сегодняшней конференции та атмосфера сотрудничества и обмена опытом, которая всегда возникает на мероприятиях проекта «Как читать медиа», поможет команде проектов обновления его содержания. Разрешите меня еще раз поблагодарить команде проекта, который это сегодня организовал конференцию, но и во все прошлые годы организовала проект. Спасибо вам большое, и большое спасибо и всем партнерам этого проекта. Желаю успехов и сегодня на конференции, и, конечно, на будущее всех участников. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Хайке, и вам большое спасибо за поддержку, которую мы всегда чувствуем. И мы начнем нашу часть, собственно, нашу дискуссию. И я передаю слово Михаилу Радгаузу для модерации этой части. Да, добрый вечер. Мы будем вместе с это модерировать. Значит, наша последняя секция называется «От новых к новейшим. Куда идут медиа». Вообще говоря, вот прямо перед этим, когда мы говорили про инфодемию в предыдущей части, вообще были сделаны достаточно радикальные прогнозы по поводу того, что нас ожидает. Например, Анна Качкаева сказала, что журналистики в прежнем смысле просто не существует. Андрей Мирошниченко говорил о том, что медиа на самом деле обладают сейчас такой властью, что они могут разрушать институты. И вот, собственно говоря, сейчас мы пытаемся поговорить все вместе о том, что, собственно говоря, приходит на смену вот этим как бы этой самой традиционной журналистики, которой больше нет. У нас должно было быть вот в этой как бы части, на самом деле, 6 секций. Вот Ксюша уже говорила в предыдущий раз, что у нас будет их не 6, а 5, потому что мы хотели поговорить про маленькие медиа, так называемые small media, рост которых мы сейчас наблюдаем, но спикер, который нам был приглашен нами, Таисия Бигбулатова, основательница портала «Холод», провела сегодня день, собственно говоря, в ФСБ, как вы слышали, вероятно. Значит, поэтому, во-первых, мы, журналисты, выражаем безусловную солидарность коллегам и Таисии, и Ивану Сафронову, который тоже был сегодня задержан, известному журналисту, коммерсанта многолетнему, а также ведомостей. Поэтому у нас будет, собственно говоря, сегодня не 6 секций, а 5. И прежде всего я хочу представить людей, которых мы позвали, с тем, чтобы они рассказали о том, как они делают те медиа, которые, как нам кажется, и объективно это так, сменяют вот эту как бы старую карту, перекраивают ее. У нас будет два, как сказать, владельца телеграм-каналов, медиаконсультант Александр Амзин. Александр, вот здесь. Александр. Да, здравствуйте. Да. И Ольга Лукинова. Здравствуйте. Ольга. Да, здрасте, Ольга. У нас будет про подкасты рассказывать продюсер подкастов на BBC Сева Бойко. Сева. Здравствуйте, коллеги. Да, здрасте, Сева. С нами будет теоретик и практик VR-технологий в разных сферах Антон Уткин. Антон. Антона пока ждем. Антона пока ждем. Окей, время у нас есть. И у нас как бы, в общем, в основном практики, но у нас есть еще один теоретик. Это человек, который занимается анализом искусственного интеллекта с теоретической точки зрения. Один из спецов по анализу, собственно говоря, всех новых технологий, связанных с ИИ, с которым мы будем говорить про deepfakes, это Игорь Пивоваров. Игорь. Да, добрый вечер, коллеги. Всем добрый вечер. Да, у нас на самом деле будет немножко необычная в этот раз дискуссия, потому что мы решили сделать ее в каком-то таком близ-формате.
А именно все спикеры на самом деле получили от нас заранее вопросы, знают, о чем могут спрашивать, и мы ровно по этой сетке будем как бы им эти вопросы задавать. Причем мы хотим, чтобы это была какая-то очень динамичная форма, поскольку это почти попытка объять необъятное, как бы, да, сегодня вечером. Поэтому мы просим на самом деле, и мы просили всех спикеров подумать о том, чтобы ответы были на вопросы, заданные заранее, максимально сжатыми. Мы даем каждому на самом деле 10, максимум 15 минут. Ну и после этого, собственно говоря, у нас будет свободное обсуждение. Вы можете, как обычно, задавать вопросы в чате Zoom и так далее. То есть у нас получается такая довольно, должна получиться довольно такая, ну, как бы динамичная история. Давайте начнем с Телеграма. И, собственно говоря, как бы первый спикер, которого мы зовем на ковер, это известный медиаконсультант, который работал в этом качестве в Ленте, в Яндексе, совсем недавно в The Bell, а также, собственно говоря, владелец своего телеграм-канала, который называется «Мы и Жо», что расшифровывается, я понимаю, как медиа-журнализм, Александр Амзин. Александр. Да, первый вопрос, собственно говоря, он будет всем один и тот же. Расскажите, пожалуйста, коротко вот в нашем формате про свой телеграм-канал, зачем вы его сделали, за что вы его любите, сколько там подписчиков. Ну, «Мы и Жо», который формально расшифровывается как медиа и журналистика, а на деле, конечно, замышлялся как хроники медиакризиса в отрасли. Сейчас читают 9 тысяч человек, ну, даже чуть больше, чем 9 тысяч. Такая психологически важная отметка. Он создавался как часть проекта, где я отслеживаю тренды медиа, потому что мне для своей работы надо было все время садиться в машину времени, которая обычно улетает на Запад, и Запад в медиатрендах нас обгоняет обычно на 2-3 года. Вот, можно посмотреть, что там происходит, вернуться и выдать западный опыт за какой-то передовой. Вот, или, например, посмотреть и понять, что вот это вот попробовали и уже не получится. Я превратил это в ежедневную рутину, и в какой-то момент я понял, что можно вести не сайт, а в 2015 году стало понятно, что очень многие медийщики перешли в Telegram, он очень быстро завоевал популярность среди тех, кому надо общаться по работе или по какому-то своему нишевому, да, интересу. И я превратил его в часть своей рутины на самом деле, то есть выписывал то, что мне кажется интересным, конспектировал и просто делился этим конспектом со всеми остальными. И только там спустя несколько лет я осознал, что в принципе я нашел именно формулу любого продукта, ценного медиапродукта и продукта вообще, когда ты предлагаешь пользу на регулярной основе. Пользу на регулярной основе – это основа любого продукта, и если ты, допустим, пишешь четко 5 дней в неделю, 5 раз в день какие-то вещи в определенном формате, то это начинает работать, людям это начинает быть интересным, особенно если ты не заигрываешь с публикой, а действительно пытаешься принести пользу, в том числе в первую очередь себе. Вот. И в этом смысле кажется, что вот телеграм-канал «Медиа», он ну, удался, да, он существует не ради того, чтобы зарабатывать, он существует ради того, чтобы объединять сообщество, и благодаря этому получилось так, что образовался даже какой-то нетворкинг, чат, какое-то сообщество, близкое по интересам, где мы друг другу помогаем. В этом смысле, ну да, получилось вот такое некоммерческое медиа. Сколько у вас подписчиков? Я сказал 9 тысяч, ну 900 где-то. Понятно. Скажите, пожалуйста, вообще говоря, вот Telegram, хотя он уже, конечно, давно у нас, так сказать, на слуху, но на самом деле не так давно. Почему вдруг Telegram стал сейчас, почему он вырос, почему он стал таким важным медиа? Что это за медиа? Является ли это медиа
медиа нового типа, и вообще соцсеть ли это? Ну, это, безусловно, соцсеть, потому что Telegram не существует без социальных отношений. Они просто особого рода, естественно. Вот. Это, безусловно, новый вид медиа. Ну, если в медиа может быть какой-то новый вид, потому что мы все равно общаемся друг с другом, это все равно человеческое общение. Но, в принципе, мне кажется, что очень хорошо то, что в Телеграме появилось своего рода объединение такое, да, он с одной стороны объединяет пальцевую речь мессенджеров, мы фактически письменно пальцами, да, общаемся, но в устном режиме, когда набираем что-то в мессенджере. А с другой стороны, он может использоваться как распространитель информационных дайджестов в таком e-mailовом виде. В-третьих, он не запрещает при всем при этом использовать какие-то мультимедийные материалы, распространять визуальный контент. То, что он децентрализованный, его не делает менее социальным. У него под капотом огромное количество чатов, которые не так видны, но если ты погружаешься в эту чат-среду, то вообще не факт, что нужны какие-то каналы как медиа в Телеграме. И особенно, конечно, интересно то, что распространители информации, если мы их так назовем, да, каналы, они сами изобретают методы общения с читателями, как односторонние, так и иногда двухсторонние. Нам прислали, мы на это ответим вот так, иногда анонимные и прочее. Это создает очень интересную творческую атмосферу. Но ключевым, мне кажется, ну, то есть такого могло быть много, но ключевое здесь то, что у Телеграма нет как таковой алгоритмической ленты, и, надеюсь, не будет. И поэтому он поощряет осознанное потребление. Ты сам решаешь, что в данный момент для тебя приоритетно потребить, ты сам подбираешь источники информации. Это увеличивает порог входа для тех, кто принимает решения. Его можно, в принципе, читать и просто как мемасики, да, но если вы подбираете себе по-настоящему интересные источники, то это это работает как коэффициент умножения интеллекта. В этом смысле аналогов мало, правда мало. Понятно. Вот осознанное потребление всякой разной информации, насколько это осознанное потребление или производство этой новой информации в Телеграме на самом деле в обратном порядке повлияли на как раз самые традиционные СМИ. Как они должны были перестроить себя в этой связи? И произошло ли это? Ну, естественно, не бывает так, чтобы какой-то один тренд полностью все захватил, да, никакого там всеобщего телевидения, например, не произошло. Вот, но и на вызов, который породил Telegram, естественно, разные медиа отозвались по-разному, но тут кажется интересным вот что если действительно я прав, и если в Телеграме достаточно много аудитории, принимающей решения и любящей осознанное потребление, то у медиа появилось сразу две возможности, которыми было грех не воспользоваться. Первая возможность – это нацелиться на такую аудиторию, то есть обратиться к тем, кто понимает, что он читает, кто внимательно что-то смотрит и читает. А второе – это выстроить собственную систему раннего оповещения. Что-то появляется в Телеграме, часто это появляется быстрее, чем в какой-либо другой социальной сети, потому что это находится где-то в отраслевом профессиональном кругу, например, да, и тут вы уже сразу подрываетесь и начинаете проверять, действительно ли это так. В этом смысле он в каком-то смысле отфильтровывает изначально слухи, но и позволяет получать чуть более проверенную информацию. Естественно, доверять информации в Телеграме не стоит, как и в любом другом источнике проверки, но как система раннего обнаружения это прям оказалось спасением для многих отделов мониторинга СМИ. Понятно. В
Следующий вопрос у нас был такой. Вот таким специальным образом устроенная соцсеть, не делает ли она информационные пузыри, к которым нас, в принципе, соцсети приглашают, еще более плотными? Мы выбираем те каналы, которые нам нравятся, мы мало имеем возможности дискутировать. Не значит ли это, что мы еще больше разъединены в смысле наших информационных миров и картин? Ну, вы знаете, я считаю, может быть, со мной не согласятся, что ни Telegram, ни любой другой сервис, создающий пузырь, на самом деле не виноваты в том, что они создают пузыри. Всегда в пузыре замыкает себя человек самостоятельно. Это было верно в книжной реальности, например, какие книжки ты выбираешь читать, так у тебя, условно, карьера и сложится потом. Это верно в визуально-цифровой реальности, она просто более привлекательна, и ты не сразу понимаешь, конечно, что именно тебе потреблять и почему все остальные морщатся, когда ты упоминаешь эти названия. Но в целом, мне кажется, что предъявлять, например, к Телеграму такие претензии пока рано, потому что у него достаточно слабо выражена рекомендательность. То есть единственное место, где сейчас он что-то рекомендует, это фактически ранжирование каналов в поиске, когда ты что-то ищешь, и он по своему алгоритму наибольшей похожести рекомендует те или иные каналы и чаты. А в целом, в остальном, пока это наиболее чистая среда. Хотя, конечно, ее тоже можно использовать для эксплуатирования массового сознания и общественного мнения. И это успешно делается, в том числе властями разных стран. Хорошо, и последний вопрос. Что, собственно, дальше будет с этим самым Телеграмом? Насколько он сам и куда будет развиваться, во-первых? Будет ли он развиваться сильнее, как вы считаете, или нет? Как он будет меняться? И ждать ли нам какого-то конкурента на этом поле? Ну, я лично, у меня здесь профессиональный интерес, да, и когда я понял, что я не дождусь, скорее всего, платежной системы от Телеграма, я стал вдвое быстрее ждать алгоритм кластеризации новостей, которые Telegram разрабатывает. У них был недавно второй, кажется, этап конкурса по кластеризации. Туда было прислано несколько интересных вариантов. Там люди прям сделали хорошо. То есть они отфильтровали то, что не только то, что им выдали, да, они отфильтровали, ну, сделали кластеры, делали свои Яндекс.Новости условно, и это будет использоваться по предположению Дурова, как, по крайней мере, было изначально описано, в предпросмотре новостных сообщений. То есть вы что-то читаете, нажимаете на кнопочку «Превью», и после конца статьи будет несколько статей на схожую тематику, которые подобраны этим кластеризационным алгоритмом. Вот. Что из этого получится, как на этом можно будет зарабатывать, пока совершенно не ясно. Но понятно, что этим делом не ограничится, и сейчас с разблокировкой можно себе представить много интересных реализаций этой технологии, допустим, подборку рекомендательных каких-то вещей из телеграммной экосистемы на сайтах, потому что, ну, в принципе, здесь есть какой-то момент соединения. Очень интересно, будет ли единая какая-то лента, потому что, ну, она все равно есть у всех, или будет ли какой-то продукт, который объединяет эфемерный контент, как это тоже везде есть, да, я имею в виду что-то типа Stories, но для Телеграма. Возможность есть, пока нет понимания, как оно будет работать. Вот. Ну, и, конечно, очень бы хотелось, чтобы... У меня есть личное пожелание к Телеграму, оно никому не относится напрямую, но мне кажется, это все-таки достойно напоминания. Дело в том, что я забыл свой облачный пароль к Телеграму. Теперь не могу его установить на свой новый компьютер и очень мучаюсь. Если меня слушает кто-то из Телеграма, пожалуйста, позвольте мне сменить пароль. Понятно. А что с конкуренцией? Я не вижу пока конкурентов именно в том поле, которое я обозначил, потому что есть, например, WhatsApp, где нет каналов,
но который очень хорош для того, чтобы пойти, допустим, каким-то, в том числе, журналистским расследованием, организовать группу, поспрашивать у местных о чем-то. Есть Viber, который, кажется, не имеет четкой продуктовой стратегии. Есть провалившиеся государственные мессенджеры, которые проталкиваются не только в России, но и в других странах, и они тоже не получились. Что у нас еще остается? Есть Facebook Messenger. Похоже, он тоже над ним работает слишком много интересантов, и они все его растягивают как такой бесконечный канат. Вот. Поэтому, мне кажется, сейчас пока, по крайней мере, альтернативы Телеграму хорошей нет. Другое дело, что не решена важная проблема. Сейчас у Телеграма, кажется, 400 миллионов пользователей, и непонятно, как они решат проблему 2 миллиарда. Да? Это пользователи, которые не очень образованные, которым не нужно осознанно что-то потреблять и так далее. Вот условно в течение 1 миллиарда пользователей вы можете рассчитывать на там, не знаю, понимание текстов, еще чего-то и так далее. Вот, это первая проблема. Вторая проблема, которая стоит перед Телеграмом, это, конечно, то, что на всех немаргинальных рынках вроде Ирана, где он очень популярен, там Красный океан для развития продукта, и надо будет выгрызать зубами, пересаживать других людей на свой мессенджер. Это не всегда получается, это сложно, реально. Понятно. Спасибо большое. Передаю эстафету Ксюше. Так, а я приглашаю Ольгу Лукинову отвечать следующие на вопросы про тот же самый Телеграм, но немножко с другого ракурса. Но я не буду делать вид, что мы с Олей на «вы». Это очень сложно. Оля, расскажи про свой Телеграм-канал, который называется «Цифровой этикет». Зачем ты его сделала, как ты с ним живешь, сколько у него подписчиков и все такое. Да, я создала свой Телеграм-канал 3 года назад. Появился он из-за того, что я работаю пиарщиком, и мне приходится все время очень много общаться по почте, по мессенджерам. И в какой-то момент я поняла, что меня начинает все бесить, как все люди общаются и все делают неправильно. И мне показалось, что я могу писать о том, как делать правильно, и хотела назвать этот канал как-то типа там «На связи», но потом я вовремя одумалась и придумала ему название «Цифровой этикет», которое я просто благодарю себя за то, что я придумала такое название, потому что дальше вдруг оказалось, что это какой-то такой то ли бренд, то ли интересный тренд для обсуждения. И, в общем, потом в итоге вышла даже книга моя, которая тоже называется «Цифровой этикет». Вряд ли бы у меня вышла книга, которая называлась бы «На связи». Вот, поэтому это о силе нейминга, о силе того, о важности того, как правильно назвать телеграм-канал. Сейчас в нем 9870 с чем-то подписчиков. Я очень жду рубежа 10-тысячного вот этого, чтобы перейти, потому что считается, что вот, первую 1000 довольно легко набрать, потому что там свои знакомые знакомых. Потом от 1000 до 10 тысяч тяжеловато, потому что ты еще как бы вроде бы не слишком крупный, еще не доказал, что на тебя нужно подписываться. А после 10 тысяч говорят, что вроде как полегче набирается, но не знаю, вот я очень жду этого рубежа. Ага. Так, а есть ли какие-то, вот кроме удачного нейминга, какие-то лайфхаки, способы, как сделать канал привлекательным для читателей? В чем специфика? Да, мне кажется, что здесь важно несколько моментов. Первый момент – это тема. Она желательно должна быть узкой, потому что невозможно быть экспертом по широкой теме психологии там, или, не знаю, какой-то области знаний, но можно быть экспертом по узкой теме. Поэтому если тема узкая и больная, не только для тебя, но еще для кого-то, то, как правило, срабатывает и привлекает интерес просто даже сама тема. Второе, мне кажется, очень важно сформировать правильные ожидания и дальше им соответствовать. То есть если я сформировала ожидание, что я пишу про правильную, этичную, корректную, эффективную коммуникацию в интернете, то я про это и пишу. Если я сформировала ожидание, что у меня выходит там от 2 до 5 постов в неделю, то мне уже нет смысла делать там по 7 постов в день, потому что это обманет ожидания и, скорее всего, вызовет какой-то определенный отток. То есть правильно сформировать ожидания, которые мне самой нужны, и правильно дальше им соответствовать. И третье, мне кажется, очень важно – это контент,
потому что у меня, например, канал в основном растет именно за счет контента. То есть я никогда не вкладывалась в рекламу, никогда не давала эту рекламу, не покупала. Пару раз у меня были истории со взаимным пиаром, остальное все это за счет контента. Когда у Телеграма буквально, мне кажется, месяц назад появилась статистика очень подробная для крупных каналов, она прям отличная, то есть там можно посмотреть очень-очень много всего. Мне стали ясны кое-какие механизмы. Например, я увидела, что после каждого моего поста от меня отписывается там человек 10, например. Но в то же время как минимум столько же подписывается, а если пост был хорошим, еще больше подписывается. И поэтому здесь важно как бы несколько цифр смотреть. Это какой у вас охват поста. То есть если охват слишком маленький относительно размера канала, это означает, что что-то вы начали подразочаровывать свою аудиторию. Чем выше охват, тем лучше. Второй момент – это сколько репостов вы собрали, потому что если вы написали классный контент, то им делятся. Если вы написали просто хороший, но недостаточно классный контент, люди не отпишутся, но и не поделятся. И вот третий момент – это сколько новых подписчиков у вас пришло с этих репостов. Вот это вот отписка, приписка, это вот основной такой естественный рост канала, на который нужно обращать внимание. То есть, в общем, тема, ожидания и контент. Я бы вот 3 таких момента выделила. Ага, спасибо. А в чем особенности именно телеграммной аудитории с точки зрения ее отношения к контенту? Но мне кажется, что аудитория в Телеграме чуть более требовательна, чем, например, аудитория ВКонтакте или в Фейсбуке, потому что они подписываются, они делают этот выбор осознанно, как сказал Александр, это раз. И во-вторых, например, на моем канале по статистике более 25% у них стоят пуш-уведомления о том, что вышел пост. То есть это означает, что они увидят на своем экране уведомление, что пост появился. Это означает, что они не очень хотят, наверное, видеть там 20 уведомлений про бессмысленные сообщения. Поэтому каждый раз, когда я делаю какой-то пост, я подхожу к нему осознанно, предполагая, что вот там пара тысяч человек увидят его на своем экране, и я не хочу их разочаровать. Поэтому мне кажется, что аудитория в Телеге, она чуть более требовательна, чем в Инстаграме или ВКонтакте, например. Угу. А вот если посмотреть на это с точки зрения твоей основной профессии, да, не только как создателя канала по цифровому этикету, а вот ты как пиарщик и маркетолог, причем в такой довольно интеллектуальной сфере, да, в сфере высшего образования. А вот в этом качестве тебе удобно в Телеграме по сравнению с другими платформами и соцсетями? В чем преимущество и в чем, может быть, какие-то вызовы с ним связаны? Вот знаешь, если честно, то у меня с личным каналом сложилось в Телеграме, а вот, например, с телеграм-каналом нашего учебного заведения не сложилось, потому что для меня сейчас становится очевидным, что не может быть телеграм-канал придатком к твоей основной информационной деятельности. То есть нельзя опубликовать новость на сайте и дать ссылку в Телеграме. Контент для Телеграма делается отдельным, специальным образом. И очень важно как бы погружаться в эту экосистему и чувствовать, что нужно, что не нужно. Например, вот я со своим личным каналом поняла, что я могу сейчас обмануть ожидания своей аудитории, и чтобы этого не сделать, то я, например, завела отдельно Инстаграм-аккаунт, куда я сбрасываю всякие прикольчики про цифровой этикет. Отдельно у меня есть ВКонтакте, тоже цифровой этикет, куда я закидываю чуть больше информации, чем в канал, потому что там можно как бы, как бы не бояться, что ты сейчас людей начнешь раздражать. И еще я завела YouTube-канал, потому что я поняла, что мне интересно про цифровые коммуникации рассказывать, про книжки о цифровых коммуникациях рассказывать, но это совсем не в ожиданиях моих подписчиков Телеграм-канала. То есть как бы вот этот кейс для меня показал как раз, что очень важно особым образом готовить контент именно для вот этой площадки. И сейчас, к сожалению, у меня не хватает ресурса, как у пиарщика, именно для того, чтобы отдельную информационную стратегию выстраивать для Телеграма. Но мне кажется, что сейчас большие перспективы открываются именно в связи с тем, что появилась открытая статистика у Телеги, которая дает прям очень много информации и пищи для размышлений. А как же ты интуитивно подбираешь, вот какой контент убрать в Инстаграм, какой в Телеграм и какой, соответственно, может быть, и ВКонтакте пойдет? То есть это вот что, в чем специфика этого контента, вот интуитивно, которую ты предлагаешь именно Телеграму? В Телеграм, как правило, всегда идет уникальный авторский контент, потому что в ВКонтакте я могу позволить себе делать репосты, давать ссылки на какие-то статьи про цифровую грамотность, цифровой этикет, которые писала не я, потому что я понимаю, что там больше поток информации. В Телеге мне кажется, что люди подписывались именно за авторским контентом, ну, то есть, по крайней мере, я такие ожидания формировала, и я стараюсь этим ожиданиям соответствовать.
Поэтому в телегу идет всегда авторский контент, по большей части это текстовый контент, потому что я рассматриваю телегу именно как текстовую соцсеть. Ну вот, в общем, такие основные критерии. И еще в Телеграме очень люблю делать опросы, потому что ну, вот, тема, с которой я работаю, цифровой этикет, там очень сложно сказать «делайте так, а не делайте по-другому», потому что нормы очень подвижны. И вот когда мы проводим эти опросы, то они как раз нам помогают увидеть, ну, то есть и мне, и подписчикам одновременно, какая же норма сложилась, а какая нет, когда мы спрашиваем, например, а нормально ли ставить лайк под постом про то, что кто-то умер. Да, и вот, ну, как бы нормально, ненормально, мы не знаем. Задаем этот вопрос, видим результаты и понимаем, что, ну, вот такая норма уже сложилась или не сложилась. Ага, и таким образом у читателей еще возникает ощущение, что они для тебя ценны, что они тоже вносят свой вклад вот в это вот формирование этих новых норм цифрового этикета, да? Да, безусловно. Ага. А какие у нас перспективы? Как ты думаешь, вот по опыту существования в соцсетях многолетнего, что с Телеграмом будет, например, через год? У меня есть ощущение, что будет происходить все дальше и сильнее разделение между разными типами каналов. То есть вот мне кажется, что уже сейчас можно разделить телеграм-канал на две большие группы. Это условно экспертные авторские телеграм-каналы, где за контентом стоит большая проделанная работа, большой экспертный опыт. Есть условно такие мусорные каналы, сетки часто они образуют. Это каналы, которые создаются для того, чтобы исключительно на них продавать рекламу. Они, как правило, делаются на какие-нибудь очень популярные попсовые темы, ну типа приколы на каждый день или там психология на каждый день. И они, как правило, это не авторский контент, это в лучшем случае рерайт, в худшем случае это копипаст просто. И вот мне кажется, что пропасть между этими каналами будет все увеличиваться. И на самом деле про эхокамеры, я уверена, что эхокамеры в Телеграме очень сильно существуют, потому что, например, я свой Телеграм-канал никогда не буду рекламировать в какой-нибудь сетке про там, приколы на каждый день, психологии на каждый день. Это означает, что, скорее всего, с этой аудиторией я и не встречусь. Так же, как и для своей аудитории я не буду рекламировать каналы про приколы и анекдоты. Поэтому вот есть ощущение, что вот эта пропасть между нами будет расти. Плюс из-за того, что возникают все новые и новые каналы, все больше и больше конкуренции за внимание, то мне кажется, что у нас стремительно будут падать охваты на публикациях. То есть мы уже будем вынуждены конкурировать за внимание аудитории. И мне кажется, что ну, вот это для себя мой личный как бы вызов, это в том, чтобы найти интонацию, голос, формат для того, чтобы вести корпоративный Телеграм. Я думаю, что многие бренды этим озаботятся в ближайшее время. Угу. Так, спасибо, Оля. Я передаю микрофон Михаилу обратно и подкастам. Да, давайте теперь поговорим про подкасты. Еще один, так сказать, формат, который неожиданно рванул вверх. Значит, наш сегодняшний гость, как я уже говорил, человек, который делает, по-моему, отличные подкасты на русской службе BBC, Сева Бойко. Сева, ну, для начала просто расскажите, что вы там делаете. Да, спасибо большое за комплимент, Михаил. Спасибо большое всем участникам за то, что пришли послушать. И коротенький офф-топ. Я хотел бы присоединиться к словам, которые Михаил сказал в начале этой конференции, которые касались Ивана Сафронова и Таисии Бекбулатовой. Я вижу, что здесь в конференции участвуют сотрудники издательского дома «Коммерсант» в качестве слушателей издательского дома, где работали и Тая, и Иван. И хотя по редакционным стандартам BBC, которые влияют не только на подкасты BBC, но и на это мое конкретное выступление, я не имею права выражать позицию от имени BBC, как тоже в прошлом бывший сотрудник издательского дома «Коммерсант», я бы хотел выразить свою поддержку Ивану Сафронову. Ну, а теперь о наших подкастах. Собственно, когда мы начинали делать подкасты, мы попробовали себя в столь популярном на этом рынке разговорном жанре, но допустили классическую ошибку, войдя, скажем так, с продуктом, в котором у нас не было достаточного уровня экспертности. И это, прежде всего, не повлияло не столько на нашу статистику, сколько на нас самих. Мы были не удовлетворены контентом подкаста «Разговор с арбитром», который был посвящен спортивной тематике. Мы поняли, что с точки зрения качества контента, которое подчас волнует нас не меньше, чем количество прослушиваний, мы уступаем нашим более опытным и образованным в смысле спорта коллегам
со Sports.ru или Матч ТВ, к примеру. И мы поняли, что мы хотим оставить один якорный подкаст, который существует до сих пор. Он называется «Что это было?». Это подкаст, в котором корреспонденты BBC раз в неделю анализируют самые важные события этой недели. Это новостной подкаст. И в этом смысле мы пошли за американским рынком, о котором, кстати, как о примере говорил Александр Амзин, и который, кстати, тоже в своем канале очень много пишет про подкасты, поэтому подписывайтесь на его канал, если вам интересно про подкасты. И мы решили сделать новостной подкаст, короче говоря. Это одна история. И вторая история. Возможно, вы знаете, что русская служба BBC за последние годы расширила свой штат. И этот штат пополнился фамилиями достаточно известных и опытных журналистов, и мы очень хотели, чтобы они могли, чтобы у них появился еще один канал для того, чтобы делиться своей экспертизой, делиться своими знаниями. Мы все знаем, что британская журналистика и независимая российская журналистика, выходцами из которой, безусловно, является большинство вот этих вновь прибывших сотрудников, налагает довольно серьезные ограничения на нас в плане подачи информации. В частности, я говорю о том, что журналистам подчас сложно делиться в своих расследованиях своими эмоциями, или рассказывать о том, какие чувства они испытывают, или просто писать о том, что у нас есть один источник, и он говорит нам какие-то интересные данные, но мы не уверены, что это правда. Мы считаем, что в подкасте такая фраза в принципе допустима, что в подкасте можно так сказать. А еще у нас есть один источник, и по большому счету, по-хорошему, да, в журналистике мы бы не стали на него ссылаться, в деловой журналистике, в классической. Но в подкасте со множеством расшаркиваний и оговорок мы все-таки можем упомянуть эти данные. Ну, это один из примеров наших подкастов. В общем, короче говоря, мы делаем нарративные подкасты. Нам кажется, что это интересный жанр, это интересный вызов прежде всего для самой подкаст-команды русской службы BBC. Во-вторых, это хороший способ для того, чтобы рассказать какие-то большие длинные истории, которых нам самим подчас не хватает сейчас. Вот такие подкасты мы делаем. 8 историй из 90-х, командировка в Донецк. Ну вот командировка в Донецк — яркий пример того, как мы попытались, с одной стороны, отразить экспертизу военкоров русской службы BBC и других военкоров, которые освещали войну на востоке Украины, и, с другой стороны, дать им возможность высказаться о пережитом, поскольку понятно, что в условиях войны у них, в общем-то, не было возможности поделиться своей болью там, в тех репортажах, которые они писали. Скажите, пожалуйста, а в каком смысле подкасты освобождают руки, вот как вы сейчас объяснили, что то, что вы не стали бы делать в текстовом материале, в подкасте допустимо? Ну, я привел один пример, очень яркий пример существования одного источника. В принципе, мы понимаем, что заметки не пишутся по одному источнику. Если мы не можем проверить информацию из двух источников, то, соответственно, вряд ли мы опубликуем ее в своей классической заметке в вымышленном деловом издании, да, или в реальном деловом издании, почему вымышленном. Вот. Но в подкасте, мне кажется, какие-то вещи можно сказать. Подкаст дает гораздо больше возможностей, например, для анализа политической ситуации. В подкасте «Что это было?» у журналистов русской службы BBC, например, у тех, которые работают в отделе политики, больше возможностей для анализа и рассуждения. В этом смысле, мне кажется, подкаст является для них некой формой колонки, которой нет в русской службе BBC, в отличие, допустим, от издания «Ведомости» или в отличие от профильных колонок в «Коммерсанте». Понятно. Да, ну вот как бы возвращаясь как бы к этому действительно неожиданному, хотя уже как бы не новому взрыву самого формата подкастов общемировому, что, собственно говоря, произошло? Почему людям вдруг это стало нужно? Общим местом считается, что подкасты в Америке начали взлетать в 2014 году с выходом True Crime подкаста Serial. Правда, есть такой график, который любит показывать соосновательница подкаст-студии Ника Кремер, на котором видно, что рынок в Америке рос постепенно, и это не Serial его взорвал, а это был какой-то, вероятно, органический рост. Откуда он взялся, я слышал на этот счет очень разные теории, и самое интересное из них заключается в том, что в США сработала комбинация большого количества автомобилей, хорошего интернета, хороших дорог и специфической традиции распространения радиоконтента, которая существовала еще до появления подкастов. Если допустить, что эта теория верна, то России с ее дорогами и с ее количеством автомобилей, конечно, никакой подкаст-бум не светит,
но я в данном случае рассчитываю на распространение мобильных устройств, на то, что оно сделает свое дело. Хотя нужно оговориться, что поразившая меня статистика показывает, что у 40% жителей России нету смартфонов. И это, конечно, тоже довольно интересный факт. Только 60% жителей России регулярно пользуются смартфонами. Ну, может быть, эта статистика сейчас уже несколько изменилась, но вот я слышал такие данные. Опять же, Александр меня поправит, если я что-то там неправильно насчитал, потому что я, по-моему, в телеграм-канале его или в подобном телеграм-канале видел подобные исследования. Ну и плюс подкасты, в отличие от всех развлечений, если говорить о секретах успеха, не конкурируют за зрение. Кроме подкастов, за зрение не конкурирует только музыка еще. Ну, то есть вот стриминговые сервисы типа условной там Яндекс.Музыки или iTunes. И в этом смысле подкасты в выгодном положении, конечно. Плюс, я думаю, что российский бизнес, по крайней мере, хотя и очень медленно, но он начинает понимать, каковы преимущества рекламы в подкастах. Она там очень специфическая, но уже есть хорошие интересные кейсы. Может быть, мы чуть попозже о них поговорим. Хорошо, вот вы как бы продюсируете, придумываете, видимо, да, подкасты. Что, с вашей точки зрения, как практика, обещает успех каждого конкретного вашего продукта или произведения? В чем, как бы, что нужно для того, чтобы подкаст выстрелил? Вы знаете, я думаю, что как бы наши поведенческие стратегии, я имею в виду наша логика русской службы BBC, несколько отличается от логики, в которой работают успешные подкастеры на рынке, потому что мы в некотором смысле можем себе, как медиа, позволить делать то, что нам кажется важным и правильным, да? Ну вот как эти нарративные истории. Сейчас общим местом на рынке является то, что все любят подкасты про секс, все любят подкасты про саморазвитие, все любят подкасты про маркетинг, да, условно говоря. Вот. Людям интересно это. И исследование, проведенное в 2019 году, правда, не суперрепрезентативное, мне кажется, Высшей школы экономики, говорит о том, что только 7% опрошенных пользователей вообще хотели слушать нарративные подкасты. Я думаю, что они просто не знали, что это такое. Но в целом, мне кажется, что, как и для любого творческого произведения, для подкаста рецепт успеха довольно прост. Это сильная идея, классные герои или ведущие, качественное наполнение и, что немаловажно, профессиональная дистрибуция. Я бы добавил еще один к этому классическому коктейлю ингредиент, и этот ингредиент — работа с аудиторией. Аудитория подкастов очень сильно вовлечена, поскольку это некий процесс, как его называют, интимного слушания, извините за вульгарный термин, то у слушателя частенько формируется, в общем, некая привязанность по отношению к ведущему, в самом невинном смысле этого слова. И возникает высокая степень доверия и желание получать фидбэк, желание после каждого выпуска написать: а у меня тоже такое было, а какую книжку вы посоветуете прочесть вот про это. И я, откровенно говоря, тоже пал жертвой такой зависимости. Совсем недавно я переписывался с ведущим подкаста «Денис выгуливает собаку», комиком Денисом Чужим, и мне было ужасно приятно, что он ответил на мои сообщения, и мы с ним обсудили какие-то курсы по сценарному мастерству. Еще хороший пример — это подкаст, который делает господин Туманов, и который называется «Мужчина, вы куда?» Кажется, так, да? И он, собственно, стал с самого начала строить комьюнити вокруг подкаста, используя для этого в том числе и Telegram. Там у него примерно, мне кажется, полгода, может быть, чуть больше существует Telegram-канал, и там порядка 3-4 тысяч подписчиков, по несколько постов в день, офлайн-записи и всякое такое. Офлайн-записи тоже популярный способ выстраивания обратной связи с аудиторией. Понятно. Миша, я
Два слова про исследование, поскольку мы делали. Это действительно узкое исследование, но касалось только студентов не медиаспециальности. Специально вот перед грядущим бумом в России попытались посмотреть, что вообще они слушают и как они это делают. Главное, что по пути в университет, сейчас все, конечно, сложнее, надо опять изучать, и в дороге. И, конечно, главная музыка, потом, как ни странно, все, что в Ютубе, но голосом, и тут я абсолютно согласна с коллегой, что главное, что движет молодыми людьми, это нет конкуренции за зрение. Поэтому слушают. И, конечно, большинство из них, если это не ребята из медиаспециальности, а это именно так и было, для нас было важно, чтобы это были все остальные от математиков до юристов, они, конечно, не знают, что такое нарративный подкаст. Но слушают, поэтому их и не слушают. То есть они в этом смысле к этому вопросу так и отнеслись. Хотя, вероятно, слушая их, не знают, как они называются. И еще очень важно, что это поколение, опять, это студенты вышки, это вот очень понятный круг людей. Они одинаково охотно слушают на английском и на русском. И это тоже важно, и конкуренция русскоязычных подкастов в этой среде, конечно, вступает в конкуренцию с тем, если они начинают привыкать и любят это делать, то дальше это вопрос двуязычной среды, которого они выбирают такого типа подкаста и истории. И вот я говорю, очень важно, что разницы между тем, что может оказаться что-то интересное, слушаемое, видимое в YouTube, но без включенной картинки, и подкастом, для них почти нет. Спасибо, Анна Григорьевна. Но я так понимаю, Сева, что вы ведь как раз конкуренцию очень учитываете, нет? Ну, на самом деле, во-первых, спасибо большое за дополнение, полностью согласен с Анной Григорьевной, и спасибо за исследование, которое нас немножко спустило с небес на землю в плане наших ожиданий. Мы не можем не учитывать эту конкуренцию вот по какой причине. Если зайти в топы Apple подкастов, где размещаются наши подкасты, то там, и в данном случае я вот это исследование могу подтвердить своим практическим опытом, то там, конечно, в первой десятке нет-нет, да и будут попадаться англоязычные подкасты. Да, конечно, есть некоторые секции, да, разделы, как это правильно называется там. Есть некоторые разделы, вот, категории, правильное слово. Есть некоторые категории, в которых, допустим, первая 20-ка или даже 30-ка не содержит большого количества английских подкастов, но если мы возьмем новости, то там в первой 20-ке подкаст русской службы BBC «Что это было» будет конкурировать с англоязычным новостным подкастом BBC. Вот. Так что, да, мы безусловно это замечаем. Насколько мы конкурируем с этим, я бы не сказал, что конкуренция для меня правильное слово. Я скорее вижу нашу задачу в том, чтобы вот этот опыт глубокой радиожурналистики и аудиожурналистики, правильнее будет сказать, опыт глубокой аудиожурналистики, глубокого прокапывания тем, классного саунд-дизайна, интересного сторителлинга, который хорошо прижился на американской почве, попробовать перенести в Россию. Конечно, мы отличаемся от Соединенных Штатов не только качеством дорог и количеством автомобилей, но и тем, что нарративная аудиожурналистика в 90-е годы была совершенно не востребована. Мы потеряли это прям большая трагедия, серьезно, для нас. Мы потеряли огромный пласт профессионалов, точнее, мы потеряли навыки, традиции и опыт огромного пласта профессионалов, которые в советское время делали потрясающие радиорепортажи, потому что коммерческому радио в 90-е они оказались совершенно не нужны. Это было дорого и бессмысленно. Даже на радиостанции «Эхо Москвы», где я работал, за 4 года своей карьеры я сделал один аудиорепортаж на 20 минут.
Хорошо, вот вы говорите нарративные подкасты. Вы можете в какой-то, как сказать, общей, хотя бы грубой форме рассказать вообще о типологии подкастов? Какие подкасты бывают? Да, конечно. Я не ученый, и мне трудно ввести какую-то профессиональную типологию в данном случае, но исходя из собственного опыта, я бы выделил, во-первых, аудиоблоги. Как уже упомянутый аудиоблог «Денис выгуливает собаку», где Денис действительно выгуливает собаку и рассказывает о тягостях своей жизни стендап-комика и начинающего сценариста. И никого, кроме Дениса, и его собаки, кстати, который время от времени подает голос, в этом подкасте нету. Классическое интервью, здесь много примеров, это очень успешные подкасты, между прочим, про людей, это провал, это непросто. Их делают, соответственно, Лев Пикалев, Кристина Вазовский и Ксения Шульц. Ток-шоу, или, как в Америке называется этот жанр, Two Dudes Talking. У нас эти подкасты очень успешны, и, кстати, люди, которые их запускали, были пионерами, и сейчас активно размещаются, в том числе и на Ютубе. Это такие ток-шоу, как Куджи, или Bnits and Chips, или Бородатые мужики, вполне отвечающие, кстати, названию вот этого кластера Two Dudes Talking. Нарративные подкасты, которые пока мало развиты. Здесь, наверное, стоит оговориться, и нужно было говорить с самого начала, я прошу прощения аудитории. Под нарративными подкастами мы понимаем подкасты, в которых в течение одного выпуска или одного сезона описывается от начала до конца история человека или явления. Ну, по крайней мере, так я это сформулировал для себя, грубо. Из нарративных можно назвать «Трассу 161» Таисии Бекбулатовой и Алексея Пономарева, «Не перебивай» Дарьи Полагаевой и Дарьи Даниловой, «Голос зоны» Пети Рузавина, подкаст «Норм», который делают Дарья Черкудинова и Настя Курганская. Ну и последний жанр, совсем практически не развитый, это фикшн-подкасты, то есть, если совсем грубо говорить, радиоспектакли, ну или трансляции каких-то вымышленных радиостанций. Тут есть прекрасный пример, к сожалению, единичный, это «Сладкая плазма» Ксандра Бо. Замечательный подкаст, ведущийся, музыкальное шоу, ведущееся от имени инопланетянина. Вот. Ну, вот такую типологию я бы провел. Надеюсь, что кто-то запомнит название и послушает, если еще не слушал. Большое спасибо. Ну и последний вопрос, который мы задаем всем. Что будет дальше с подкастами? Ожидаем ли мы, что будут придуманы, и есть ли намеки на то, что сейчас возникает что-то совершенно принципиально новое в этом? Я думаю, что будущее подкастов, постараюсь покороче, потому что я, по-моему, отнял слишком много времени. Будущее подкастов зависит от нескольких факторов. Во-первых, это информированность. Сейчас весь подкаст-рынок пытается пробить пузырь. Все ждали несколько лет появления русского сериала, который это сделает. Очевидно на данный момент, что этого не произошло. Но, мне кажется, этот пузырь будет пробиваться другим способом. Чем больше будет появляться нишевых подкастов, которые будут делать дырочки в этом воздушном шарике, очень маленькие, диаметром с иголочку, тем больше людей будут узнавать о подкастах. Мне кажется, опять же, с точки зрения практики, это единственное, на что мы можем надеяться, что этот пузырь рано или поздно сдуется. Во-вторых, это наличие индустрии. Мы видим, что в топах американских подкастов, проектов крупных радиостанций, медиа, больших независимых продакшенов, в России эта индустрия сейчас складывается несколько иначе. Эху Москвы или Радио России неинтересно вкладываться в спецпроект для подкаст-рынка, им проще просто выкладывать туда готовые эфиры особого мнения. В то время как у NPR, которое сегодня заняло первое место в очередном месячном рейтинге американских подкастов, коллеги не дадут соврать, то ли 46, то ли 48 шоу. Понятно, что это все тоже радиопрограмма отчасти, но, тем не менее, это, очевидно, радиостанция, которая заботится о подкаст-рынке. К счастью, в России медиа тоже запускают подкасты. В первую очередь, буквально, это «Медуза», но также присоединились мы, РИА Новости, Матч ТВ. Наличие больших игроков из разных сфер на этом рынке, ну вот я привел пример, допустим, новостного и спортивного, крупных медиа, ведущих медиа в стране, отрадно. И появляется потихоньку, прямо с этого года, прослойка независимых продакшенов. Самый яркий пример – это студия «Либо-либо», основанная выходцами из «Медузы» на деньги инвестора Льва Левиева. И то, что деньги такого инвестора, как Льва Левиева, как Лев Левиев, пришли в эту индустрию, это тоже хороший знак. Путем создания собственных продакшенов пошли такие независимые подкастеры, которых я уже называл, как Вазовский, Черкудинова, Курганская,
Костя Колосков, Аня Ковалева. То есть сначала люди делают один подкаст, потом второй, потом третий, потом они понимают, что они могут, практикуют и начинают продавать партнерские проекты брендам, активно размещать рекламу, делать подкасты за деньги другим людям. Есть даже инициатива по созданию рекламных подкаст-агентств. Ну и в конце я приведу пример Яндекс.Музыки, потому что это стриминговый сервис, который начал очень активную экспансию на рынок подкастов, купил несколько эксклюзивных проектов у упомянутого Ниба-Ниба, сделал много хороших подборок, стал активно на сестринских сервисах вроде Яндекс.Такси размещать всякие завлекухи, ведущие на подкасты, и это тоже хороший знак. Ну и последнее – это деньги. Рынок очень маленький, 2019 год 56 миллионов рублей, это просто копейки. Но мы понимаем, что в подкастах, как я уже говорил, размещаются такие компании, как Альфа-Банк и Авито. Более того, они делают партнерские проекты, и я думаю, что это тот путь, по которому во многом будут идти корпорации. И мне кажется, что как только средний бизнес посмотрит на крупный бизнес и поймет, что там что-то интересное есть, нас ждет светлое будущее. Сделает он это или нет в условиях того 2020 года, который мы переживаем, я прогнозировать, конечно, не могу. Последнее, на рынке есть опасения среди независимых подкастеров, что формирование индустрии, за которую, например, топлю я, как человек, который всю жизнь работал на дядю, убьет независимый подкастинг. Точно так же, как строительство большого молла убивает маленькие фермерские магазины и заставляет крестьян, значит, закрывать фермы. Но насколько это справедливо, мне трудно судить, потому что я лично не придерживаюсь, не являюсь сторонником этой теории, но тем не менее хотел бы сказать, что в подкаст-чатах такие бурные дискуссии ведутся. Большое спасибо, Сева. Передаю Ксюше слово. Да, и мы переходим к виртуальной реальности. Антон Уткин. Антон? Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, традиционный вопрос. Расскажите, пожалуйста, о своих проектах в этой сфере, в VR и, собственно, в VR-документалистике, и о вашей книге, у вас же учебник есть даже по ней, по VR. Рад всех видеть. Слушайте, ну, наша студия занимается doc-based проектами, то есть мы берем документальную фактуру, мы ее изучаем, дальше делаем игровые. В кино это называется игровое кино, да, игровые проекты, то есть проекты с актерами, которые в какой-то своей основе в чем-то фикшн, да. В основном это кино. Сейчас мы будем делать трансмедийный интерактивный театр с кино и всем таким гибридным зуме. Вот, может быть, опять же, в тему подкастов, возможно, в этом году мы успеем сделать интерактивный подкаст-игру. Но и VR там это вот немножко сдача такая сбоку, потому что рынок, особенно в России, мягко скажем, не благоприятствует. Возможно, мы видели проект, на котором я был приглашенным режиссером и соавтором сценария, назывался он «Эффект Кеслера». Он был в центре Марс в 2018 году, там выставлялся. Сейчас он можно посмотреть там, с марта этого года. И у нас выходит в какой-то ближайший момент маленький антивоенный такой проект. Он должен был выйти 9 мая. Такая короткая история солдата в конце войны, молодого. Мы делаем его с Стасом, поэтому там, разумеется, он тоже очень сильно doc-based, но при этом там есть интерактивный выбор, потому что у парня... Я не буду спойлерить, там сложная ситуация. И он выходит на устройство Oculus Quest, поэтому вот это все doc-based, но это все нечто, скажем так, развлекательное все-таки, да, ну, entertaining, потому что документальные проекты VR все-таки в чистом виде, ну, такое поле эксперимента. А книжка, да, мы написали с моим кофаундером Натой Покровской книжку, она вышла в Альпине Паблишере в конце прошлого. Дорогой Zoom, покажи ее. Поверьте, что она есть, она просто немножко невидимая. В конце прошлого года... Видела. Мы разбираем в этой книжке интерактив как инструмент нарратива, это важно, да, но не про VR. В 3 средах. Это интерактивный театр, это виртуальная реальность, то есть геймдев
ужатый до размеров VR, да, потому что, в принципе, это вот какая-то часть его. И кино, которым мы занимаемся, потому что случайно вышло, что мы свой первый кинопроект интерактивный выпустили на год раньше, чем в Netflix вышел Bandersnatch, поэтому мы как будто бы, не то что пионеры, но что-то в этом соображаем. Fun fact, на учре от этой книжки Анна Григорьевна с нами сегодня. Спасибо большое Анне Григорьевне за помощь с проектом, потому что, ну, в общем, вот. Она такая довольно сухонькая, эта книжка, в общем, скорее по делу. Там приятно, опять же, что там не только наш какой-то опыт, да, но и опыт западных коллег, и российских коллег, и западных коллег. Например, вот отдельно нравящийся мне раздел про интерактивный театр, там есть опыт коллег из Римини Протокола и он Троерин Кут. Вы можете знать их постановки, потому что их Федор Лютин постоянно в Москву возит, что в онлайн версии, что в офлайновой. Как-то так. А почему вы ее назвали «Белое зеркало»? То есть понятно, что это антитеза такая к сериалу «Черное зеркало». То есть вы более оптимистично относитесь к влиянию технологий на человека, чем автор этого критического, скажем так, сериала? Абсолютно, потому что название придумала моя, собственно, соавтор Ната. Да, технологии — это что-то само по себе, да, вот в вакууме нейтральное. Можно сделать, наделать с ним кучу дел не очень приятных, можно обратить их во благо. На карантине я почувствовал очень остро и пронзительно то, о чем я знал, потому что я с VR живу 3,5 года, ну вот так, каждодневном, в бытовом смысле. Я знал, что виртуальная реальность позволяет перенестись в другое время, пространство, да, и получить какой-то острый, яркий опыт, который в жизни недоступен. Там. Отправиться на Международную космическую станцию, отправиться на Эверест без страха там, быть замерзнуть там, да, еще что-то, в зону военных действий попасть. И я знал, что ну, это так и работает, да, но из-за сенсорной депривации на карантине я понимал, что... А там совпало еще, потому что в марте вышла последняя часть нового Half-Life, да, Алекс. Окей, опять же, если вы не играете, Half-Life — это одна из планете, вышла третья формальная часть, только для устройств виртуальной реальности. И я раз в день проходил по полглавки по главке, там буквально 40-50 минут, выходя из VR, а это прекрасно сделанный экспириенс, я понимал, что у меня все было, да, галочка стоит. То есть я как будто бы спустился в другой мир, выбежал наружу, на свободу, прожил там довольно эмоциональное какое-то приключение, гораздо более эмоциональное, чем в любом кино, которое вы видели за последние годы. Правда. Ну, то есть, да, ты снимаешь шлем, ты весь взмокший, тебя протрясло, там эти зомби, комбайны, много всего интересного. Вот. И я понимаю, что, да, мне полегчало в этот момент. Ну, то есть это была какая-то вот компенсация, отсутствие этого опыта. Поэтому ну, вот пример блага. Угу. Понятно. А как все-таки вот эти, уж коль скоро мы все-таки про медиа, ближе к журналистике, как технологии вот виртуальной реальности, дополненной реальности, VR и AR могут в журналистике работать? Хороший вопрос. Ну, смотрите, в экспериментов с VR и AR в журналистике много, куча кейсов. Ну, вот коллеги из Вышки любят поминать Аль-Джазиру, их эксперименты, там самые разные, там целый набор интересных VR-опытов. BBC какое-то время баловались довольно классными штуками. Тоже можно посмотреть, мне кажется, они все еще не сняли эти опыты с своего сайта, который был посвящен VR. Скажем так, смотрите, AR, дополненная реальность, да, позволяет увидеть вещи в контексте. Ну, то есть вы можете в своей комнате спроецировать себе при помощи телефончика какую-то штуку, которая будет более наглядная, там, график и так далее. Проблема с этим только в том, что пока что это делать с телефоном не очень удобно. По ряду причин, да. Если вы когда-нибудь пользовались HoloLens, любой из версий, да, это тяжелая штука, но при этом она умеет, конечно же, изображение накладывать на предметный мир. Ты носишь ее на себе, поэтому очевидно, что мы все ждем того волшебного момента, когда фирма Apple выпустит очки или конкуренты, там Samsung, хотя вряд ли. Непонятно. Короче. И AR будет не включаемой штукой, которую нужно там запустить, а достать, притречиться, значит, вот к
ну, к стене своей, да, или там что-то еще запустить. Это будет некой частью там бытового процесса. Шел по улице, там тебе спроецировалось что-то. Там фантазируйте сами, пожалуйста, потому что это правда, ну, то есть, на что фантазии хватит, то и хорошо. С VR чуть по-другому. Я упоминал, да, что виртуальная реальность сейчас — это нарративная виртуальная реальность, да, это хороший повод, как компактно, минут 10, 20, максимум 30, 35, перенестись в другой мир, крайне убедительный для вашей психики, и прожить недоступный опыт. Соответственно, если вы хотите испугать человека там какими-нибудь серьезными вещами, вспоминается, ну, вот все VR про какие-то военные конфликты, жертвы и так далее. Ну, человека переносите, у него возникает немедленная эмпатия, потому что то, что он видит, вызывает в нем эмоции, выкрученные на 11. Простой такой инструмент, бесхитростный абсолютно, да. Дальше уже вопрос за автором этого нарратива или журналистом, да, который, в общем, может, опять же, обернуть это все во благо или в паническую атаку у зрителя. Понятно, спасибо. А есть ли какие-то этические опасности, риски, связанные вот с технологиями такого уровня иммерсивности, если говорить именно о сфере информации? И как этих рисков, если они есть, можно избежать? Окей, бросьте в меня уточнение. Предположите эти риски. Ну, так, на скидку. Парочку. Ну, я думаю, что при такой... Ну, я не очень хорошо понимаю, честно говоря, как именно это используется именно в информационной журналистике, но оно, очевидно, используется и будет использоваться. Ну, очевидно, что при такой степени вовлеченности и погружения можно манипулировать эмоциями потребителя и читателя гораздо более эффективно, чем если это, ну, просто плоская картинка или тем более текст. Ну, например. Ну, там вот в чате Данил Данилов пишет, что Антон, вот, больше часа в VR невозможно. Во-первых, возможно, если вы настроили нормально шлем и просто привыкли, вы там давно, да, там, если что-то увлекательное происходит, можно и 2 часа просидеть. Было бы желание, ну, вопрос еще утомляемости эмоциональной. Но, тем не менее, да, ты не можешь носить шлем 2 часа. Это довольно сильное, острое переживание. Во-первых. Во-вторых, слышите, но дискуссия о том, что впечатлительные подростки играют, выходят на улицу и устраивают перестрелки, особенно в США, где это проще сделать, они входят, ну, все время, да. Понятно, что в виртуальной реальности у вас ваша приостановка неверия, suspension of disbelief, ну, на другом уровне, да, потому что любые хорроры работают просто как часики, потому что как на тебя бросается зомби, рептильный, я упрощаю, но рептильный мозг срабатывает моментально. Там, ну, как бы ты не можешь закрыть глаза, сказать, этого не творит, это есть. Ну, ты снимаешь шлем, ты снова в нормальном обычном мире. Если психика устойчивая, то, ну, нет. Я верю, что телек, который включается чаще, часы, дни, месяцы, годы, оп, и ваша бабушка зомби. Никакой VR ей не нужен для этого. Ну, то есть вы думаете, что этических каких-то серьезных рисков все-таки? Миллион, но те же риски в любой другой среде, в которой журналистика работает, ну, как бы, они примерно похожи, ну, правда, да. Есть какие-то, опять же, нюансы, мы их с коллегами обсуждаем. Мы тут смешно, но мы с коллегами по нашей студии Alterlo Summer устроили серию зумкастов. Мы их сейчас продолжаем, потому что мы обсуждаем этику в интерактивном нарративе. Вообще в нарративе это все в нашем YouTube болтается. Можно, собственно говоря, погуглить название студии, понять, что там действительно там с самыми разными людьми мы общаемся по этому поводу. Потому что вообще вопросы этики в журналистике, в entertainment industry и в интерактиве это сейчас остренькое. Но правда, сколько мы не разминаем эту тему, да, ничего такого особенного про VR мы не находим. Мы находим все те же средах. И в кино, и в медиа, ну и так далее. Угу. Спасибо. Вот тут Анна Григорьевна в чат кидает ссылку на ваши документальные проекты, собственно. Квазидокументальные, это игровые проекты. Ну вот, видите, все квази. То есть тут все очень пересекается. Слишком велик. Ну, слушайте,
Слишком велика игровая составляющая. Ну, это гибрид, безусловно. Я поэтому там и пишу, что это интерактивный фильм, что везде есть документальная основа, все сложно, игровая история, но на документальной основе с проработкой с реальными НКО, так же, как и вторая тема. Кроме профессора, которая абсолютно игровая, эти все связаны с документальными вещами. Антон мне сказал о VR-копии, я не знаю, там он закончился наконец. Сказал. Скоро будет. Да, извините, да. Вот там вот еще и военная тематика с переживаниями такого выбора экзистенциального. Меня-то здесь вот пугает, что люди перестанут вообще грань между реальностью и вот этим игровым пространством терять. Нифига. Нет, уже нет. Мы делаем то, что называется Young Adult проекты. Ну, мне так кажется. Не знаю, мне так хочется верить, что это Young Adult. Соответственно, по поводу последнего проекта «Кто ты?», это кино интерактивное. Это кино про права человека и протесты в Москве прошлого лета. Вот. Это игровая история, это комедия про любовь. Ну, окей, драмеди про любовь. Про домашнее насилие, про все интересное, что происходит. И тут мне школьники наши, которые снимались в сцене со школой, потому что мы в сцене со школой привыкли снимать школьников, роли школьников, а не актеров, которым по 30 лет, которые играют школьников. Ну, это как-то правдивее. Написали, что им все понятно, им зашло, они отличают реальность от придумки. Опять же, они понимают, где у нас какой-то конкретный кейс. Ну, просто, да, мы описываем эти кейсы, опять же, отдельно. Там есть специальные такие карточки, так называемые, в которых мы описываем, на какой документальной основе, такой фактуре мы строим игровое впечатление сюжета. Не знаю, мне кажется, внимательный зритель прекрасно разбирает, где фикшн, а где правда жизни. И это все-таки не история с корейской девочкой, которая накануне пандемии случилась. Вот тут вот очень большие проблемы с этикой. Ну, помните этот кейс с умершей девочкой и мама, которая... Вот. Но на самом деле и в VR это не первый заход. Несколько лет назад на рынке в Каннах японцы, это вообще в азиатской культуре довольно сильная история, потому что другие отношения со смертью. Они реально предлагали формат с оживлением родственников, формат ток-шоу с аватарами и так далее. Ну вот тут «Черное зеркало» прям как есть. Но на рынке был такой формат. С Женей Куйдой про реплику поговорите еще. Ну, как, опять же, есть такой формат. Так, ну хорошо, последний тогда вопрос нашего блица к вам. А что будет, вот какой прогноз, что будет с технологиями VR и AR в ближайшем будущем, и насколько к этому готовы пользователи? Пользователи готовы ко всему, им только дай. Ну, серьезно. Особенно, если они готовы к новому опыту. Хотя, опять же, вот если у вас, например, чат открыт для публики, давайте спросим, у кого есть во владении, на работе или дома VR-устройства, а у кого нет. Я думаю, что там хорошо, если у 20% эти устройства будут в постоянном пользовании. Ну, смотрите, с AR все ясно. Там мы ждем очков, потому что там вопрос миниатюризации, то, что называется сейчас у них у всех waveguide, да, эти волноводы, которые будут проецировать все это в какой-то компактной форме. 5G в сетях, которые будут позволять от процессора, который у вас в телефоне, гнать контент в ваши очки и обратно, потому что на голове носить тяжелые технологические, короче говоря, вещи, потому что, в принципе, вы берете последние Android или iPhone, и там весь стек в этих AR-китах уже есть. А что касается VR, за те годы, что я работаю, опять же, с средой, это вот 3,5 года, это из такого странного эксперимента превратилось в вполне себе растущий постоянный рынок, который пандемия захлестнула. Мы видим сейчас убедительное устройство второго поколения. Опять же, Oculus Quest, который в мирное время стоит $400, это совсем другая история по сравнению с первыми устройствами, которые стоили там, типа 1500-2000 и требовали еще там дополнительного компьютера, приветики. Вот. И там сейчас интересный контент появляется наконец-то. Это совсем другой разговор. И шлемы будут уменьшаться, контент будет увеличиваться. Я думаю, что пандемия подхлестнет не только
технологическую гонку, потому что, ну, как бы там не так все понятно, там у многих компаний пайплайн разработок на 5 лет вперед известен, ну, понятен, по крайней мере, да, не анонсируют все это. Он скорее подписывает авторов, потому что людям, которые пользуются VR с друзьями на расстоянии, становится, попробуйте. Это можно в бесплатных приложениях, было бы устройство. Вы поймете, что это вот, если вы знакомы с человеком уже, это ваш друг, да, это какая-то интересная интимность, это вроде бы это аватар, но вы слышите его живой голос, и ваш мозг обманывается. Не то, что он в гости к вам зашел, да, но это сильно лучше, чем любой Zoom-звонок. И это как будто интересная точка роста для авторов, для платформ, для Ага, Антон, что-то вас стало плохо слышно. Зависло. Ага. Ну, спасибо. В любом случае, передаю слово Мише, и мы переходим к волнующей теме нейросетей и дипфейков. Да, мы просто еще хотим напомнить, что ждем ваши, которые... Спасибо. Ага, спасибо вам, Антон. Да, задавайте вопросы, чтобы мы могли потом передать их нашим гостям. Ну вот, и сейчас мы, собственно говоря, поговорим о другой, для многих устрашающей новинке, которая тоже относится к медиа, потому что все относится к медиа. Более-менее это дипфейки, и мы хотим поговорить про дипфейки с Игорем Пивоваровым, главным аналитиком Центра по искусственному интеллекту на базе МФТИ, руководителем оргкомитета Open Talks AI, то есть это такой think tank, который думает на самом деле о том, что будет с искусственным интеллектом. Игорь, давайте начнем с того, что, может быть, не все вообще знают или слышат вот краем уха, что же такое эти самые дипфейки. Расскажите, пожалуйста, что это такое, как это делается, и, может быть, будет классно, если вы приведете какие-то самые эффектные примеры. Да, конечно, да. Добрый вечер. Я, признаться, знаете, я начну чуть с другого. Я слушаю вас с большим интересом. Это совершенно для меня новая, ну, как бы другая тусовка. У вас такой, ну, немножко свой язык и свои темы. Я чуть из другого мира. Ну, там журналистика, понятно, все люди так или иначе соприкасаются. Я-то физик-теоретик и занимался там вопросами сознания и много лет бизнесом разным занимался, а сейчас вот занимаюсь вплотную действительно искусственным интеллектом. Может быть, мою конференцию можно считать отчасти медиапроектом. Ну, эта конференция достаточно большая, там где-то на 1200 человек вот в этом году была. Последняя офлайновая была перед всей этой историей с ковидом. Конференция тоже своего рода, ну, такой, как бы, я не знаю, как сказать, коммуникационный проект, когда я формирую для людей определенное информационное поле для того, чтобы картинку сформировать как раз в области искусственного интеллекта. Я, честно, немножко удивился, когда вот, ну, там, Миша Бурцев меня навел на то, чтобы рассказать про дипфейки, но, тем не менее, одна из задач моей группы, мы действительно изучаем много разных технологий, связанных с искусственным интеллектом, и я, собственно, там расскажу немножко про дипфейки, хотя, на мой взгляд, главное, это проблема, которая должна вас волновать как сообщество, другая. Я про нее скажу позже, там, у вас будет на эту тему вопрос, там, я про нее расскажу. Меня удивляет, что она мало как бы в вашем сообществе вообще обсуждается. Дипфейк — это штука достаточно простая, но это как бы внимание привлекло, собственно, в прошлом году, когда научились синтезировать достаточно реалистичные изображения. Изображения настолько реалистичные, что когда показываешь так вот две картинки, две фотографии людей и говоришь, какая из них сгенерирована компьютером, а какая, значит, человеком, то, ну, редко кто угадывает. Ну, только человек с наметанным взглядом.
Ну и как-то начали называть вот эту историю дипфейком, хотя, на мой взгляд, ну, честно, я специально посмотрел историю, когда вот, ну, готовился к этому выступлению, и, насколько я понимаю, первая дипфейковая новость вообще была в 1815 году, на минутку, когда этот барон Ротшильд, помните, была битва при Ватерлоо, когда он обвалил лондонскую биржу тем, что он первым узнал о том, что там Англия выиграла, но узнал-то на сутки раньше, чем остальные. Пришел утром на биржу, такой весь поникший, потерянный, и начал продавать акции, и все подумали, что все, он знает, и вся биржа обвалилась, а он все скупил по дешевке. И сделал на этом первое состояние. Это как бы, ну, то есть это вроде как не deepfake news, но мой поинт состоит в том, что неважно, какую технологию ты используешь, важно, какие цели ты преследуешь. И то, что сейчас используются, скажем, сгенерированные картинки для того, чтобы дать некую информацию, которой не существует, для того, чтобы добиться целей определенных от общества или от какого-то сегмента общества, это было уже давно. Это точно не появилось в прошлом году, и это точно не связано с искусственным интеллектом. Просто сейчас некоторые вещи становятся доступнее. Доступнее, ну, как бы, там, барон Ротшильд говорил, кто владеет информацией, тот владеет миром. Сейчас меня лично, как, ну, как вот там, как физика, потрясает, что сейчас тысячи, миллионы людей владеют информацией. И это создает некую свою... Ну, я сейчас не об этом, а то я еще уйду в сторону. В общем, ярким примером дипфейка, ну, который наверняка все видели там за последнее время, было замечательное видео, где Илон Маск поет «Земля в иллюминаторе». Я не знаю, видели, не видели. Видели. Да, совершенно, на мой взгляд, замечательная история. При этом она, с одной стороны, безобидная, а с другой стороны, она, несмотря на эту дипфейковость, очень ясно, на мой взгляд, донесла месседж до определенной группы людей, ну, как бы свой месседж. Я сейчас там не буду распространяться, но вот это как бы один из примеров графических дипфейков, но нас ждет куда более интересная на самом деле как бы эпоха, потому что в 2019 году, собственно, были анонсированы новые модели, работающие с естественным языком. Ну, как бы в мире машинного обучения там есть гигантские, ну, обычно строятся там такие нейронные сети, большие математические модели, и в последнее время большие компании строят их, ну, как бы колоссальных размеров. Собственно, нейронная сеть — это фактически такая система математических уравнений, у которой много параметров, но вот последние модели, которые были представлены, в частности, модель GPT-2, про которую я сейчас скажу, это порядка триллиона параметров. То есть это как бы человек не может, конечно, такое посчитать. Но вот такая математическая модель, она обучается на огромном корпусе текстов и потом оказывается способна генерировать вполне правдоподобный текст. И я сейчас, ну, просто в качестве примера вот в чат там сброшу как бы кусочек текста. Это вот это, собственно, вот OpenAI представляла. Вот, скажем, ей дает там человек сформулировал... Ой, блин, вот здесь кнопки эти не так работают. А я, наверное... Я Денису сбросил, да, а он сам сбросит. Это вот как бы человек написал некоторую затравку некой новости потенциальной, а дальше этот искусственный интеллект, ну или точнее вот эта модель нейронной сети, она ее как бы развивает, дописывает. И, ну, там новость как бы совершенно несуществующая, что там ученые нашли в горах Анд уникальных единорогов, и которые там совершенно обладают там интересными качествами. И нейросеть это развивает, она добавляет имен, она добавляет какую-то личную речь, она добавляет там истории. Она базируется на том, что в данном случае эта система прочитала миллиарды разных текстов и как бы угадывает с хорошей вероятностью, какой кусочек текста можно продолжить, чтобы это было максимально там правдоподобно. Ну и дальше это можно подкручивать с какими целями. И мы постепенно идем в мир,
Собственно, нет, мы уже пришли в этот мир, просто он еще пока не сильно добрался до журналистики. В мир, когда машины генерируют тексты, которые читают люди. Один из примеров таких вещей, где это уже работает стопроцентно и очень эффективно, это всякие гигантские онлайн-магазины, там, где генерятся описания для товаров автоматически. Но, например, в журналистике это уже применяется для генерации этих, как это называется, тизеров, или не знаю, как это правильно назвать. В общем, когда у вас есть большая новость, от нее нужно сгенерировать маленький кусочек... Выносов, лидов, да, по-разному называют. Лидов. То нейросеть может нагенерировать там условно 50 таких лидов, разных, и они выносятся на сайт, и есть такая штука, называется АБ-тестирование, когда вы там, знаете, сайт показывается там разным людям и смотрит, на что более кликабельно, и выбирается лид, который наиболее кликабельный. И в этом смысле, собственно, нейросети сейчас уже вполне эффективно начали писать тексты, и в применении к фейк-ньюс, конечно, вопрос, что это будут за тексты, и какой у них будет там, направленность. Это если, то есть я понимаю вот именно так эту историю. Да, тут пишут, что нейросеть Порфирьевич, да, тоже дописывает. Верно, да. Вот сейчас такие нейросети появились, и они стали очень доступными. Их может использовать практически любой. Понятно. Вот вы говорите, я сейчас немножко буду переформулировать вопросы, потому что вы тоже по-другому чуть-чуть зашли, да. Вам, насколько в сферу ваших интересов, как аналитика, ИИ, входит, так сказать, продолжение этих... Вы говорили сейчас об этом, да, но безоценочно пока. Да, то есть вы говорите, что да, машины начинают все это писать. Мы знаем, на самом деле, что действительно уже... собственно говоря, у нас даже на Кольте, на которой я работаю, был текст, в котором упоминалось про то, что есть программа, которая пишет спортивные новости вместо журналистов, на неком сайте, да, то есть понятно, что это будущее, которое совсем рядом, но если мы сейчас это введем все-таки в эту нашу интересующую нас, как минимум, сетку true-false, то есть, правда, ложь, тут два, собственно говоря, вопроса. Первый, насколько вы думаете, что реально это может быть использовано, с ваших позиций, для массового производства всякого разного фейка, с одной стороны, и с другой стороны, есть ли, наоборот, какие-то способы, такие же технологические, через нейросети, наоборот, с этим фейком бороться, уже существующим? Знаете, вы задаете хороший вопрос. И я я вас спрошу, а вы можете определить, что такое правда, а что такое ложь? Вы знаете, я за последние годы пришел, к некоторым странным выводам, наблюдая за сегодняшним миром. Потому что я, например, не знаю, мы понимаем так, под дипфейком, что это некий текст, который говорит о том, чего не существует, условно, да, который выдает некую ложную информацию. С другой стороны, если есть человек, который описывает события некие со своей точки зрения, пусть эта точка зрения мне не нравится, категорически, допустим, мне не нравится, или она мне слегка не нравится, или он там принадлежит просто к другим взглядам, но он описывает эти события со своей точки зрения. Это является правдой или ложью. А если таких людей опишет 100 тысяч человек с точки зрения, которая мне не нравится, но они напишут это, что это так, это является ложью. А еще один шаг, который мы к этому сделаем, а теперь представим себе, что на это были не 100 тысяч человек, а там появится еще миллион ботов в сети, которые напишут некую информацию. Я к тому, что, знаете, мне кажется, что мы начинаем жить в мире очень хрупком, где вообще понимание истинности какого-то факта, вы знаете, я боюсь, даже, может быть, станет в какой-то момент времени, ценностью, потому что у меня, я понимаю, что есть некоторый ограниченный круг людей, журналистов, например, я им почему-то доверяю, я не знаю почему, на самом деле, это тоже вопрос, смешной, но там, условно, когда там
там какой-то Алексей Пивоваров, например, там, не потому что однофамилица, а ну, просто вот там, ну вот, мне кажется, как-то я ему больше верю, чем кому-то другому, а там какой-нибудь там Владимир Соловьев, ну, я ему совершенно не верю. Хотя, ну, это же не критерий тоже, правды или истины. И вот в этом смысле, мне кажется, знаете, ну, вы задаете правильный вопрос, а у меня нет на него простого ответа. И вот я начинаю чувствовать в последнее время, что мы попадаем в мир, где простых ответов дальше не будет. Потому что есть масса технологических возможностей, и они начинают работать, как бы, и есть масса людей там, со средствами, с деньгами, у которых есть возможность использовать эти технологические возможности. И это прям, ну вот, я прошу прощения, может быть, я действительно немножко в сторону ухожу, но... Да, вы как бы это в таком философском ключе сейчас пытались, ну, в смысле, отвечали как бы в таком ключе, что есть истина. Я-то имел в виду более как бы конкретную вещь. Ну вот, когда мы все-таки брали этот самый deepfake в качестве какой-то отправной точки, мы имели в виду очень конкретно, про что вы сказали, очень конкретные операции как бы с трансформациями видео, да, с конкретными людьми, конкретными личностями, которые, прогоняя через те и другие технологии и обрабатывая, на самом деле, на финальном этапе, как бы с помощью каких-то разных нейросетей, дают вот этот как бы эффект того, что, значит, Трамп вдруг говорит, простите, Обама говорит какие-то, значит, ужасные вещи про Трампа, хотя на самом деле понятно, что он их не говорил, и это, собственно говоря, один из известных как раз дипфейков, где, значит, на самом деле режиссер Джордан Пил показывает, как это делается, предостерегает людей, чтобы они потом как бы не попадались на такие вещи. Я не знаю просто, насколько входит это... Давайте я так передам вопрос. Это очень правильная вещь, но мы же это легко отличаем. Мы же это вот именно, что пока, на самом деле, мы легко отличаем. Я хотел сказать, насколько технологически это все будет становиться совершеннее. Ну, то есть, скорее всего, вы, как физик, да, как исследователь, можете про это что-то сказать? Насколько мы выйдем на неотличимость таких вещей? Ну, мы на нее очень скоро выйдем. Просто потому, что тысячи людей по всему миру над этим работают. Тысячи умнейших людей. Я там в декабре был на конференции... главной конференции по искусственному интеллекту в мире, там, Неурипс она называется, там было 13 тысяч человек, и это как бы только те, кто сумел попасть, потому что туда билеты уже разыгрываются на конкурсе, то есть там, ну, как бы хотело приехать больше 20 тысяч. Я к тому, что огромное количество умнейших людей над этим работает, и я, честно, иногда даже не понимаю, зачем. Но мне, знаете, мне кажется, что вот проблема с дипфейками, она немножко как бы переоценена, потому что все-таки вот эти дипфейки мы видим эти несоответствия. Меня лично намного больше волнует то, что я вижу за последнее время, знаете, формирование, ну вот здесь об этом упоминалось, ну, правда, я не был на всей конференции, а вот только, наверное, вот вечернюю дискуссию слушал по поводу вот этих так называемых лент рекомендаций и прочее. Я бы, знаете, я бы сформулировал так. Меня волнует не фейк-ньюс, а меня волнует фейк-реалити. Такого термина нет, я сейчас просто его как бы предлагаю на подумать. Оно вот с чем связано. Вы когда открываете свой Facebook и читаете ленту, вам же эту ленту, ну, сформировал алгоритм, и мы как бы, ну, у нас нет возможности задать вопрос. Почему там этот пост, а не другой? Почему это мне показывается? Почему вот у меня там 1200 друзей, а я вижу регулярно там вот этих, например, 50? Некоторые вещи там, они недавно всплывали, благодаря там некоторым скандалам, типа вот, который был с Cambridge Analytica. И я могу как бы вот как аналитик, который смотрит на эту отрасль снаружи, сформулировать такой, несколько очень печальных тезисов. Первый тезис такой, что значит, для каждого из нас эта лента формируется индивидуально. И есть, ну, как бы там гигантские машины у Гугла, у Фейсбука, ну, Яндекса поменьше, но тоже есть. И еще у некоторого ряда там компаний,
который как бы под каждого человека, который для каждого человека собирает, значит, есть там замечательный человек в Америке, который он называет это кукла Вуду такую. То есть Google или Facebook делает для нас такую куклу Вуду, глядя на которую он понимает, какую информацию нам надо давать. И дальше для каждого человека формируется своя лента, и постепенно, знаете, мы оказываемся в ситуации, как вот эта лягушка, которая сидит в кастрюле, и вода вокруг нее постепенно нагревается, она этого не замечает. Вокруг нас формируются некие информационные пузыри, и мы как бы, каждый из нас живет, ну, в такой некоторой своей сформированной реальности, кем-то сформированной. И вот и это не так явно выражено, как фейк-ньюс. То есть, когда там Обама говорит голосом Трампа, или там, значит, Илон Маск поет эту «Землянин», мы это хорошо видим. А когда как бы мне в ленту потихоньку подмешивается, значит, некоторый новостной контент или там какие-то мнения, там люди, и постепенно на мое мнение начинает влиять, и это происходит на масштабе не одного человека, а миллионов людей. И когда люди эти начинают кластеризоваться, оцениваться, какому человеку какая информация нужна для достижения каких-то определенных целей, а общество, вот, ну, как бы у людей, которые, ну, у нормальных людей нет никакой возможности вообще понять, зачем это происходит и как, и как-то проконтролировать, то вот, честно говоря, вот Александр, который первым говорил, он очень интересно говорил про Telegram, что это такое сообщество людей, которые активно сами выбирают себе, что, ну, как бы, какой контент потреблять. Мне очень нравится эта мысль, она замечательная. А как бы Facebook, условно, и там ВКонтакте, это те, кто, ну, как бы, кто получает эту ленту. Но большинство людей именно таких. И вот и они получают эту ленту, и вот это вот формирование индивидуальных информационных пузырей и разнесение людей на маленькие группки тем самым, оно, мне кажется, и журналистика в этом плане, мне кажется, стоит перед колоссальным челленджем, потому что, ну, в моем понимании раньше, ну, мне казалось там когда-то, что журналистика — это когда, ну, грубо говоря, кто-то пишет некую правду, да, и доносит ее до всех. И как бы все живут в едином информационном пространстве. И все понимают, что вот это правда, а это ложь. Это хорошо, а это плохо. А сейчас у нас миллионы разных маленьких как бы оттенков правд и лжи. И ни один человек с этим, ну, даже справиться-то не может. Все, что мы можем, это вот вести свои маленькие там каналы и надеяться, что нас кто-то читает. И вот это, вот мне кажется, что вот это является, ну, совершенно чудовищной, ну, как бы неким будущим, которое я просматриваю. И вот я не знаю, как вы, а мне кажется, это прям реальный. Ну, это, конечно, проблема, которая сейчас широко обсуждается, да, что с нами будут делать алгоритмы. Ну, давайте тогда последний вопрос, который, собственно говоря, все-таки возвращает нас вот к вашему, как сказать, прямой сфере занятий, то есть именно как бы к искусственному интеллекту и нейросетям. Мы задаем, на самом деле, его всем. Будущее, которое вы как бы сейчас уже обрисовали, выглядит достаточно мрачным, если переводить на более конкретные вещи, чего нам ждать сейчас от применения нейросетей и искусственного интеллекта именно в сфере медиа, который нас специально интересует. Ну, знаете, я в принципе... Кроме того, что вы сказали, что будут новости. Да. Я, в принципе, оптимист. Я, может быть, немножко сейчас это мрачно сформулировал, но просто это проблема, которая, мне кажется, нуждается в осмыслении и, главное, в каком-то действии. Ну, видно, что эти технологии активно приходят в мир. Сейчас нету никакого, ну, там, такого вот, знаете, настоящего искусственного интеллекта, который бы умел, как человек, там, осознавать себя, ставить задачи. И я надеюсь, в ближайшие годы такого не появится. Но масса людей, масса умнейших людей по всему миру работает над развитием этих технологий. И что меня лично удручает, то, что большинство людей не задумываются над их применением.
над тем, как раз, что с ними будет. А как бы, ну, говорят, ну, наша задача сделать, а там кто-нибудь дальше, ну, как бы там подумает, что будет. И в этом смысле, ну, мы, говоря по поводу тех же самых картинок, фейк-ньюс, я думаю, что в течение там 2 лет будут технологии, когда человеческий глаз, в принципе, ну, не будет отличать как бы картинку сгенерированную от реальной, но уже сейчас появляются противодействия. Знаете, это как бы, ну, закон, как это сказать, оружия и защиты нападения. Уже появляется масса, ну, там, не масса, а как бы альтернативные технологии, которые позволяют, ну, там, как бы распознавать эти фейковые картинки, опять-таки тоже основанные на машинном обучении. И в каком-то смысле это, видимо, ну, неизбежный виток вооружений просто в этой области. Меня-то волнует оно поскольку я вижу концентрацию, ну, как бы капиталов и сил в этой области, сращивание больших корпораций и государств, которые, оказывается, в этой области имеют свои общие интересы. А мы, как граждане, вдруг оказываемся, ну, как бы перед лицом всей этой машины, просто каждый один на один с ней. А когда там у Facebook или у Google свой гигантский суперкомпьютер, который, ну, как бы пытается понять, как меня, как бы, достать, что мне такое, как бы, так сказать, подставить, то я, как человек, ничего не могу по этому противопоставить. И мне кажется, что как раз журналисты должны здесь, ну, вы как бы, знаете, вы ну, формируете мнение вот мыслящей части людей. Тех, кто реально, ну, пытается что-то, о чем-то думать. И пытается как-то, ну, вот действительно не потеряться в этом море информации. И вот мне кажется, что... Вы поняли свою ответственность, да. Ну, дело не в Хорошо. ответственности, а да, здесь есть элемент миссии какой-то, да. Понятно. Что поделаешь. Спасибо большое, Игорь. Ну что же, у нас Спасибо. закончились наши секции. Какие есть вопросы к нашим гостям? У меня тут есть вот какие-то вопросы. Аккаунты в сети я напишу. Ну вот, собственно говоря, я видел, что был такой вопрос Ольги в самом начале про обратную связь с подписчиками. В принципе, про это шла речь уже. Как ее выстраивать, еще раз спрашивают в нас в чате. Может быть, еще что-то скажете, Ольга? Ну, Telegram вообще представляет не очень много возможностей, встроенных для обратной связи с подписчиками, поэтому приходится немножечко там фантазировать и придумывать. Например, использовать опросы для того, чтобы узнавать мнение пользователей. Некоторые подкручивают специально чаты для того, чтобы можно было общаться с подписчиками, но чат — это не просто завести болталку и там что-то само происходит, это требует очень больших усилий именно с точки зрения комьюнити-менеджмента для того, чтобы создавать какую-то правильную атмосферу и для того, чтобы там действительно шло продуктивное обсуждение. Мне кажется, что хорошо работает, когда автор телеграм-канала не прячется не старается быть анонимным, а показывает свой ник, как минимум, для того, чтобы мы могли написать в личные сообщения, и дальше просто эти сообщения могут быть опубликованы на канале. В общем, мне кажется, что подписчики очень ценят, когда их мнение каким-то образом учитывается, и мне кажется, что сейчас уже как бы такой немножко дурной тон, когда в телеграм-каналах, в профайле не указываются совершенно никакие контакты для обратной связи. Это как бы говорит о том, что я собираюсь здесь вещать, и мне совершенно неинтересно, что вы по этому поводу думаете, и даже не предполагаю вашей возможности возразить или задать вопрос. Поэтому мне кажется, что обратная связь — это прям такой маркер, что я готов к диалогу. Да, у меня есть вопрос сразу, Коля, так как у меня тоже есть телеграм-канал. У меня, правда, 4000 подписчиков, мне до 10 еще дольше, чем тебе, но тем не менее. Они тоже есть, и у меня есть указана обратная связь, то есть, собственно, мой личный телеграм. И вот, понимаешь, насколько мы обязаны на эту обратную связь реагировать, как специалист по цифровому этикету, расскажи мне, пожалуйста, потому что мне начинают люди писать свои соображения, свои какие-то
личные истории, какие-то свои глубокие, в кавычках, размышления, а у меня ощущение, что это нарушает мои границы. Что я не обязана с каждым из них, из подписчиков, из которых захотел со мной лично побеседовать, вступать в диалог. Вот как тут вот это регулировать? Слушай, я не знаю, видела ли ты мой пост когда-то на Фейсбуке, который я писала, у меня просто была девушка, которая мне писала все время сообщения, она как бы соглашалась со мной, а по форме это выглядело так, как будто бы она со мной спорит. И, в общем, этот разговор был совершенно слепого с глухим, и в какой-то момент я просто стала, у меня появилась универсальная формула, с этим трудно поспорить. То есть завести бота для ответа на обратную связь. Очень сложно, трудно спорить, вот, и это, в общем-то, как бы не оставляло без внимания ее реакции, но в то же время показывало, то есть давало мне возможность дальше не вступать в диалог. Мне кажется, что всегда есть какие-то универсальные формулы, которые показывают, что мы ценим эту обратную связь, мы читаем, но не всегда готовы впрягаться в дискуссию. Спасибо. В принципе, может кто-то задать вопрос голосом, у нас есть такая возможность. Кто-то из участников хочет ли побеседовать с кем-нибудь из наших спикеров? Так, демократия сегодня не работает. Как только мы решили дать слово всем, все сразу решили, что они лучше будут активными потребителями. Я много раз жала на эту кнопочку. Добрый день. Меня слышно, да? Да. Спасибо большое за это пространство, потому что очень много каких-то важных аспектов выделяется. Есть люди, с которыми очень сходные мысли, есть действительно люди, которые говорят на каком-то другом языке, потому что все равно мы живем действительно, и это как раз, наверное, отражение масс-медиа, что мы живем в каком-то разделенном пространстве, вот тем самым Фейсбуком или еще кем-то, кто за нас решает, что мы должны читать как потребители того или иного контента. И вот вопрос, например, Игорю, пойду прям в обратном порядке, как вспоминается, вопрос Игорю об ответственности журналистов и вообще творцов, и, может быть, даже каждому, кто здесь, потому что здесь собрались творцы, которые что-то делают, что-то творят, об ответственности за то, что мы делаем, что мы даем людям как питание, собственно говоря, да, вот через наши средства масс-медиа. Искусство или журналистика, она всегда ведет либо к развитию в целом человека и человечества, либо же в обратную сторону, условно говоря, к деградации. Вот где этот нерв, где внутреннее чувство понимания, что я делаю действительно то, что нужно, или же я делаю что-то, наступив на горло собственной совести. Вот проживаются ли вами в ваших работах эти вещи? Ну, я был первым, я коротко отвечу. На мой взгляд, ответственность должна быть. Это однозначно. У вас она есть, да, это видно и слышно. Надеюсь, что она есть. Ну, вот я делаю конференцию, и это такая авторская конференция. Я ни за кем не скрываюсь, все знают, что это моя конференция. И для меня это, ну, вот прям мой авторский подход. И я отвечаю за него, и ну, вот мне кажется, это правильным. В сегодняшней жизни, в этом смысле, допустим, анонимные телеграм-каналы мне не очень нравятся. Я очень уважаю как раз личные телеграм-каналы, когда, ну, человек вот прям не стесняется это пишет. Но ответственность должна быть, вы абсолютно правы. И что же делать? Вот вы подняли очень важный вопрос по поводу того, что нами манипулируют, и что у нас нет никакого способа это контролировать. И вот я сейчас написала, как вопрос вам, то есть это уже из средств массовой информации, из онлайн-технологий выходят в нашу жизнь, собственно говоря, да? То есть нас контролируют на уровне, куда ехать,
что делать, что думать уже, понимаете? Я не могу гулять со своими детьми в то или иное время. Вот где момент свободы, опять же, да? То есть под знаком заботы сейчас уже делаются такие вещи со свободой человека, которые просто катастрофичны, на мой взгляд. Соответственно, вот как те, кто, условно говоря, хотят нести ответственность за себя, за своих детей, могут регулировать вот этот процесс. То есть кто-то хочет быть осторожным, кто-то хочет ходить там, условно говоря, в противогазах, делать прививки, пожалуйста. Но как вот я понимаю, что это меньшая часть населения, да, думающие и понимающие, что происходит, но как нам остаться целыми, живыми и в правах, так сказать? Вот есть Илья Берг, тренер нашего проекта, который вам сейчас ответит. Да, я совершенно регулярно отвечаю на этот вопрос. Вот. Прошу, во-первых, чуть-чуть... Очень хорошо, когда мы про вот эти вот все вещи думаем, отставив страхи. Страх – это вещь, которая больше всего нам всем в жизни мешает. Вот поверьте мне. Нет ничего хуже для каждого из нас, чем наш собственный страх. Он отключает рациональное восприятие. То, чему я, например, учу детей, школьников, студентов, учителей, это, наоборот, убирать эмоции и включать рацию. Если вы всерьез задумаетесь над нынешней ситуацией, вы, как бы, если честно на нее посмотрите, вы поймете, что изменилось за последние, например, 3 года в вашей жизни. Вот в этом плане, о котором вы говорите, очень немного. Да? Если вы посчитаете, что писали люди, когда собирались вводить ИНН, у вас ведь есть ИНН, и очень давно, почему вы не впадаете каждый день в панику от того, что у вас есть ИНН? А тогда писали, что это число зверя, да, и что это дьявольщина, и мы все под контролем. И каждый следующий такой технологический шаг вызывает точно такие же эмоции. Эти эмоции рождает наш страх. Да, если включить рациональное зерно, опасности определенные есть. Действительно, чем больше камер на улицах, тем проще отследить ваши передвижения, если вы кому-то нужны. Вот это очень важный момент, да? Если вы кому-то нужны. То же самое и в... Да, но при этом, если за вами погонится какой-нибудь маньяк, то и ваша безопасность, с другой стороны, может быть выше. Да? У всего есть положительная сторона. Прекрасно, я поняла вашу точку зрения, Илья, да, но... Сейчас, подождите, я закончу теперь про медиа непосредственно. Да? История про пузыри в Фейсбуке, да, это не... И про манипуляции. Да? Манипуляция – это когда есть какой-то актор конкретный, который лично вами хочет манипулировать в своих каких-то зловредных целях. Никакого такого манипулятора ни в Фейсбуке, ни в Твиттере, ни где-то еще нет. Там руководствуются очень простыми идеями, что вам надо показывать то, что вам самим интересно, вовлекать вас, в том числе, чтобы потом монетизировать ваше внимание и заработать денег. И никто этого не скрывает. Это, в общем, довольно честно преподносится, да? И никто вам не запрещает включить свое критическое мышление и намеренно выйти из своего пузыря и пойти подписаться на тот источник информации, который вам не показывает алгоритмы Фейсбука, да, и еще на один, и еще на один, и вообще всячески этот алгоритм обманывать. Вот. Нет тут никакой вот такой жесткой зависимости, и никто вами лично не манипулирует. Да, это все работает на больших объемах, большом количестве. Вы прекрасно сейчас сказали, это работает на больших объемах, да, это работает на уровне государств и стран сейчас. Тема, когда... Ну, конкретно в нашей стране, например, если люди не могут выйти из дома уже, да, и домами ходят погулять, это просто... Давайте ваше мнение про самоизоляцию, карантинные меры, государства. Это все-таки для чатов в WhatsApp, а не для профессиональной конференции по медиа. Тем более, что вот тут Анна Григорьевна вам совершенно справедливо написала, что если вы говорите о свободе и ответственности, хорошо бы хотя бы фотографию нам свою показать, а не... Вот, но неважно, или камеру включить. Я могу включить. Спасибо, мы поняли вашу точку зрения, но у нас просто немножко другая тема сегодня. Спасибо. Хорошо, и что же мы делаем тогда с ответственностью творцов? Все творцы очень ответственные. Все понимают, что и зачем они делают, по крайней мере, из тех, кто сегодня здесь присутствует. Вот. А лучше какие-то конкретные вещи, а не ответственность вообще. Да, спасибо. У кого-нибудь есть еще вопросы?
Я вижу, что тут в чате многие спрашивали, уже наши эксперты и гости частично поотвечали. Вот. Но на самом деле действительно очень много вопросов в итоге про страхи. Это Илья совершенно прав. И на самом деле каждый раз, когда, в общем, у нас какие-то там публичные мероприятия происходят, лекции, или когда у нас тренинги для учителей, начинается вот этот страх, как детей контролировать, как кого-то не пускать, как не дать манипулировать. Вот. Но, честно говоря, мы как раз про то, что про равенство и про то, о чем сказал Илья, да, что не нужно никого считать идиотами, как баранами, которыми там кто-то как-то зачем-то зловредно манипулирует, вот, с одной стороны. А с другой стороны, я вот нашим рассказом про нейросети, который нас Игорь должен был рассказывать, немножко осталась неудовлетворена, потому что вот про этику и философию мы немножко поняли ваш взгляд, а вот чтобы нам-то, журналистам, вы объяснили, что же там с нейросетями на самом деле происходит, какие-то технологические вещи, собственно, про которые мы очень хотели услышать. Вы хотели услышать прям про технологии? Как это вы хотели услышать прям вот про то, что, да, что происходит. Какой в этом интерес-то? Слушайте, ну как генерируется картинка, это несложно рассказать. Но это же не даст вам, мне рассказал, что это малоинтересный аспект. Нет, как генерируется картинка, мы даже примерно понимаем, мы все-таки не настолько. Да, но вот как искусственный интеллект, в принципе, его вот перспективы его развития, он же ясно, как вы сказали, что 1000 человек во всем мире занимаются его развитием. Сотни тысяч. Как мы дальше с ним будем сосуществовать? Что он будет делать? Что он будет уметь? Но подождите, я же говорю, вот такого искусственного интеллекта, про который вы сейчас говорите, его нету. То есть слово искусственный интеллект очень не определено, его профессиональное сообщество не любит. Любит там говорить про машинное обучение, потому что обыватель под искусственным интеллектом понимает некоторое мыслящее существо, самоосознающее, но сидящее в машине. Понимаешь, что он не антропоморфный, безусловно. Не антропоморфный, да. На сегодня такого нету. Как бы все подходы, которые я вижу, пока не ведут к появлению такого, на горизонте ближайших там лет 10-20. Хотя у меня у самого, собственно, у нас маленькая группа, мы занимаемся как раз вопросами там сознания и тем, как это, некими новыми моделями машинного обучения, с тем, чтобы лучше это понять. Но сегодня используется узкий искусственный интеллект, который решает маленькие конкретные задачи. Например, генерацию там, фотореалистичных изображений. И, безусловно, такие есть. Они становятся все лучше, их будет становиться все больше. Они будут в наших телефонах, они уже есть в наших телефонах. Когда вы телефону, там, условно, делаете селфи или там просто фотографируете и улыбаетесь, он уже определяет вашу улыбку и фокусируется на нее и пытается фотографировать в те моменты, когда вы не закрываете глаза, чтобы у вас не было закрытых глаз. На самом деле он просто делает несколько фотографий, анализирует там, какая из них с открытыми глазами, оставляет ее, вам ее показывает. Это как бы элементы, которые постепенно в нашей жизни будут везде, мелкими совершенно чертами, которые мы даже не будем замечать. Как бы технологически, мне кажется, это не очень интересно. Хотя, если хотите про технологии, рассказал бы про технологии. Хорошо, Игорь, а что вот будет с детством и с обучением детей, с воспитательными, с образовательными процессами в этой ситуации? Это же тоже, это вообще меняет психику человека, вот то, что сейчас происходит. Вы сейчас говорите, видимо, про клиповость мышления и про восприятие информации, про то, как оно влияет на детей, правильно? Это тоже, это термин, насколько я помню, Никитина. Я говорю о том, что технологии обучающие, онлайновые технологии очень плотно сейчас встраиваются в образование. И вот то, что происходило сейчас, это была именно обкатка вот этих технологий. Смотрите, просто вы поднимаете большой пласт, так же, как и предыдущий там вопрос поднимал такой большой пласт, что про него невозможно за 5 минут сказать. Но я вам скажу так, что здесь есть множество разных отдельных применений, некоторые из которых чарующие, потрясающие, прекрасны,
а некоторые из которых, ну, действительно, вот очень сложные. Ну, вот то, что вы говорите там про онлайн-обучение, я не очень верю до конца в эту историю, я не верю, как бы нет отсутствия вовлечения и прочее, но то, над чем сейчас работают, ну, там, многие люди в образовании, я там немножечко с этим связан, это так называемые индивидуальные траектории обучения. Персонализированные траектории обучения. Речь идет о том, что благодаря машинному анализу сотен тысяч и миллионов как бы траекторий обучающихся детей мы можем на достаточно ранней стадии, если правильно собирать информацию, на достаточно ранней стадии понимать, значит, предрасположенности там, у человека в какую-то сторону и иметь возможность как бы подкручивать его образовательную траекторию. Ну, грубо говоря, по-простому, если раньше ребенок был там толковый в математике, ему советовали идти в физмат-лицей. Но все не могут пойти там в физмат-лицей, и мало таких там школ, допустим, а вот посоветовать ему определенный онлайн-курс там от Высшей школы экономики с определенным курсом математики вполне можно. И благодаря совмещению онлайн-образования, анализу большого количества данных и подкручиванию как бы вот такому образовательных траекторий можно теоретически позволить каждому человеку реализовываться совершенно в максимальной форме. Это одна из самых, ну, на мой взгляд, интересных вещей, которая, в принципе, могла бы быть в искусственном интеллекте в России, но она, к сожалению, не является там мейнстримом для многих там чиновников. Но и это то, что невозможно сделать без этих технологий. Я к тому, что, как у любой сильной технологии, здесь есть масса как бы масса хороших применений, масса сложных применений. Масса сложных, да, и плюс и минус. Дело в том, что очень Лен, рано... спасибо большое. Вы знаете, у нас уже время истекло. Может быть, мы подумаем, как развить эту тему в какой-то... Мы обязательно будем заниматься медиаграмотностью дальше. Спасибо большое. Я думаю, что мы, в общем... Сейчас был один вопрос. Ксюша, секундочку. Был один конкретный вопрос про VR к Антону. Сколько денег нужно проекту в медиа, чтобы использовать VR-технологии? Минимальная сумма. Окей. Я слышно сейчас? Угу. Ага. Проекты мы делаем не дешевые, прям скажем. Но есть нюанс. Это геймдев. Если мы вот будем разбираться в стеке, это геймдев. То есть вы имеете дело или с Unreal Engine 4, или с Unity. Когда мы делали окоп, я понял, что разговор про VR без VR очень сложный, потому что люди, на что это будет похоже? Ну, можно махать руками, но как бы рефы найти довольно сложно. Я посадил себя на стул дома, и за 4 дня открыл tutorials в интернетике. Я бывший дизайнер. Не бог есть какой при этом, надо понимать. То есть это доступно прям любому человеку, который может держать в руках планшет, мышку там и так далее. И примерно понял, что делать со сценой. Набросал сцену этого чертового окопа. Представил там лес, речку, поле, атмосферу сделал. Друзья, туториалов этих в интернете миллиард. Они все очень простые. Придумать сюжет, как бы, да, в VR, это сложная задача, реально сложная, потому что, ну, этому нигде не учат. Придумать, как бы, как это все запрограммировать, дизайнировать и просто сделать, ну, садитесь и делайте. Примеров авторов, которые в одиночку запускали офигительные VR-проекты, которые потом стали студиями, там, бизнесами, MMORPG в онлайне, их много. Стоит только читнуть. Поэтому вопрос, ну, ответ простой. И 0, и дофига, если у вас, как бы, крутая студия, которая делает промышленную ролеографику, там, программирование и так далее. Все понятно. Спасибо большое. Антон, а все-таки вот я Ольге задала тоже сходный вопрос. Если вот есть такие команды, работают такие высокопрофессиональные, а я, например, на фоне коронавируса написала стихотворение, потом написала музыку, записала ролик, песню. То есть, но возможности это раскрутить... Елена, вы знаете, мы тут сейчас не оказываем маркетинговых консультаций по продвижению стихов. Вам на сайте стихи.ру. Там в здоровой конкуренции... Нет, я спрашиваю, как вообще, как человеку без финансов раскручивать вот эти процессы? Личный опыт, Антон.
Никак. Давайте я кратко отвечу. Ваш вопрос в другой плоскости лежит. Я слышу, что в ваших вопросах высокий уровень тревоги. По-человечески я ее понимаю. Чисто по-человечески. Попробуйте представить ваш творческий путь через 5 или 10 лет и идите им, потому что творческий путь сложная, непростая, крайне тревожная, опять же, штука. Увы, это так. Способов маркетировать себя в интернете сейчас миллион. Сегодня, мне кажется, все 2 часа про это были прекрасные кейсы, прекраснейшие. Спасибо коллегам. Спасибо. Спасибо. Ну что, надо завершаться, да? Да. Да. Ты будешь Большое спасибо, да, за этот блиц. И, Ксюша, скажешь что-нибудь, да? Да, я хочу страшно всех поблагодарить за то, что вы согласились, пришли, почитали заранее вопросы, и всех наших гостей, участников, из которых многие были с нами с самой первой сегодняшней сессии, что вообще удивительно. Анну Григорьевну отдельно за поддержку и такой огромный содержательный вклад. Это прям очень-очень все ценно, и у нас будет видео, которое мы сможем при желании, соскучившись, пересматривать. Вот. И что? Но мы надеемся, что если у нас будет какое-то продолжение в любом формате, что мы на вас, на всех сможем и дальше рассчитывать в наших разных приключениях, связанных с медиаграмотностью и вокруг нее. Вот. Спасибо Гёте-институту и ЕС, и Кольте за то, что нам дали возможность все это сделать. Да, большое спасибо всем. Спасибо, коллеги. Спасибо, Сева. Спасибо. Спасибо всем большое. Спасибо. Спасибо, счастливо. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Гёте-институту отдельное спасибо за те программы, которые сейчас делаются.